нашу международную научную конференцию, которая называется «Актуальный Достоевский». Вот сегодня мы в этом убедимся, конечно, потому что в программе очень много важных и интересных докладов представлено. И сегодня особенно студенты смогут увидеть и услышать наших самых выдающихся исследователей жизни общества Достоевского. И хотел бы, чтобы наша конференция оказалась достойным других мероприятий, посвященных 200-летию Федора Михайловича Достоевского. И я очень признательна руководству нашего университета за помощь и содействие в организации конференции, и поэтому разрешите приветственное слово предоставить проекту по научной деятельности Башкирского государственного педагогического университета имени Константина Ахмалы Натальи Викторовны Сухановой. Дорогие участники конференции, уважаемые преподаватели, ученые, гости нашей конференции и наши многоуважаемые студенты. 11 ноября 2021 года исполняется 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. И это значимый юбилей великого писателя. Поэтому наш университет не мог обойти эту юбилейную дату и также присоединился к мировому сообществу, которое празднует этот юбилей, данной конференции. Хочется сказать, что этот год он богат на юбилейные мероприятия. В этом году наш университет празднует юбилей Константина Ахмалы. В этом году мы начинаем подготовку к юбилею Башкирского государственного педагогического университета имени Константина Ахмалы. Мне хочется поблагодарить кафедру, возглавляемую Валентиной Васильевной Борисовой, а также весь институт, который подключился и взял на себя тот груз ответственности за организацию и проведение данной конференции. Я уверена в том, что, ознакомившись с программой, я увидела то, что у нас на нашей конференции принимают участие многие знаменитые ученые, литературоведы, и я думаю, что конференция пройдет на очень высоком уровне, и мы с вами, особенно вы, наши студенты, получите для себя много новой информации о великом писателе. И хочется поприветствовать наших гостей, а именно президента Международного общества Достоевского, профессора Кэрол Аполлония, почетного президента Международного общества Достоевского, профессора Владимира Николаевича Захарова и его коллег, представителей мощной литературоведческой школы, а также заведующего музея Достоевского в Москве Павла Евгеньевича Фокина, а также заведующего научно-исследовательским центром «Достоевский. Мировая культура» Института мировой литературы имени Горького Татьяну Александровну Посадкину, профессора Иркутского государственного университета Ольгу Юрьевну Юрьеву, а также всех участников, которые будут представлять сегодня и завтра свои доклады, кто будет участвовать активно в дискуссиях. И я думаю, что мы вместе с вами будем еще долго вспоминать эту конференцию добрым словом, поэтому всем вам творческих успехов, творческих своих воплощений, ваших идей, ваших научных
изыскания. Всего самого доброго. Спасибо. И приветствую всех участников, выступающих нашего форума научного директора Института экологического образования и институтной коммуникации имени Акулы Шарида Харисовны Галиновой. Спасибо, Валентина Васильевна. Добрый день, уважаемые участники международной научной конференции, посвященной юбилею Федора Михайловича Достоевского. Мне очень приятно видеть наших коллег, наших студентов, которые принимают участие в пленарных заседаниях нашей научной конференции. 11 ноября 2021 года исполняется 200 лет со дня рождения писателя, мыслителя, знатока души человеческой, как вот везде, в любом предисловии к произведениям Достоевского пишется, одного из самых известных русских классиков. Конечно же, весь 2021 год он будет юбилейным, и будет проводиться немало научных конференций, будут проводиться круглые столы, будут проводиться конкурсы. Это еще одна возможность обратить внимание мировой общественности на культуру России, которая вносит достойный вклад в мировую цивилизацию и, конечно же, прикоснуться к наследию великого писателя. Художественное наследие Федора Михайловича, оно интересует не только ученых, литературоведов, оно изучается и студентами, и школьниками. По его произведениям ставят спектакли, снимают кинофильмы. И парадокс бывает так, что вначале смотрят спектакль, фильм, а потом еще раз перечитывают его романы, его произведения. Празднование юбилея Достоевского имеет большое значение не только для его исследователей, но и для всей страны, поскольку сложно оценить вклад писателя в отечественную и мировую культуру. И по данным ЮНЕСКО, Достоевский сегодня он один из самых цитируемых и переводимых русских авторов в мире. Его произведения уже переведены на 170 языков. А у наших студентов есть возможность читать произведения великого мастера и на русском языке, и в оригинале, и в переводном варианте, потому что наши студенты изучают иностранные языки. И всем участникам конференции я желаю продуктивной работы, я желаю вам успешного выступления, чтобы они были интересными, чтобы они открывали новые горизонты. И самое главное, чтобы вы для себя еще раз открыли Достоевского, который актуален и в настоящее время. И не зря конференция называется «Актуальный Достоевский». И чтобы вы познакомились с новыми гранями таланта великого писателя. Всем успешной работы и интересных выступлений и докладов. Спасибо, Фарида Халимовна. Ну, а теперь начинаем слушать, смотреть доклады, которые по порядку пойдут. И я с огромной радостью, открывая уже рабочий график конференции, прошу включить запись доклада президента Международного общества Достоевского Кэрол Аполлонию. Ну, вначале давайте посмотрим на то, как она в программе представлена, чтобы студенты видели, что Кэрол Аполлонию работает в Америке, в Дьюке университете. Причем этот университет не гуманитарный, и она об этом вот и начнет говорить с самого начала. И тем не менее, на ее курс по Достоевскому записываются студенты самых разных профилей, добровольно. И как Кэрол Аполлонию сама любит Достоевского, так и ее студенты читают произведения великого писателя. И вот как
это получается у нашего коллеги, как американские студенты читают Достоевского, вы сейчас услышите. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие коллеги. Сердечно благодарю за приглашение участвовать в вашей конференции. Как хорошо быть вами в Уфе. Жаль, что только на экране. Осенью 2019 года я имела счастье ехать на поездах с западного конца вашей страны до самого восточного, до острова Сахалина. И я по пути останавливалась во многих городах в Сибири. И в течение этого путешествия я имела возможность любоваться русской, сибирской природой, знакомиться с настоящей жизнью страны за пределами больших городов и глубоко чувствовать ту Россию, о которой Достоевский и другие писатели писали с такой любовью и с таким знанием своей родины. К сожалению, не удалось мне побывать у вас в Уфе, но очень надеюсь поехать к вам в будущем, и не только заочным путем, а в настоящем реальном физическом мире. Хотя надо сказать, что заочность во времени и в пространстве для читателей Достоевского – это не препятствие. Мы вместе в его книгах и по чудам технологий в наших компьютерах. Так рада праздновать вместе с вами 200-летие Федора Михайловича Достоевского. Отмечают юбилей не только у вас, в его родине, но и по всему миру, в том числе и здесь, на вашем экране, то есть у меня в Соединенных Штатах. Празднуют в Азии, в Южной Америке, в Африке. Должна сказать, что наши канадские коллеги проявляют особенную энергию. Они организуют много мероприятий, лекций, сессий на конференциях, книг и вообще всякое другое. И в этом году мы открыли новый сайт Международного общества Достоевского. И я постараюсь вам показать в течение моего выступления какие-то имиджи, картины, но, как вы скоро увидите, они выходят в зеркальном порядке. Но все-таки я вам хочу показать, по крайней мере, как выглядит наш сайт. И надеюсь, что организаторы вашей конференции могут показать в прямом, а не зеркальном видении мои, так сказать, мои слайды. А вот это наш сайт Международного общества Достоевского, который только что открылся в этом году, в январе. И вот множество здесь у нас в сайте ресурсов, вы увидите объявления, новостей. Тоже у нас в этом году или в прошлом году, к концу прошлого года, начал выходить электронным образом, то есть онлайн, наш журнал «Достоевский Studies», и его можно видеть и читать на нашем сайте. Вот. И посмотрите, по крайней мере, на наш сайт. Это замечательно. Всех приглашаем туда и в саму организацию, конечно, в наше общество. Тоже я имею радость объявить, что на этой неделе или на прошлой неделе, в зависимости от времени, когда вы услышите вот это, наши коллеги в Японии открыли в Нагое, в городе Нагоя, в Японии открыли новый сайт для 18-го симпозиума Международного общества Достоевского. Сайт выглядит примерно так. Это не по-японски, это по-английски, но, конечно, все буквы в обратном порядке из-за вот странной зеркальности. Ну, вообще, вся информация можно найти на сайте, да, и приглашаем всех подавать заявки на симпозиум. Вот. И
В 21 веке, вот, в котором мы с вами живем, у нас, по-моему, везде в мире люди стали безумно преданы тому, что у нас называется STEM. Что такое STEM? Это, опять же, по-английски. Я медленно буду читать. Science, Technology, Engineering, Mathematics. Да? Я туда всегда добавляю тоже другое то есть экономика. У нас на Западе, по крайней мере, может быть, в других местах тоже, это в ущерб гуманитарным наукам. Люди выбирают мировоззрение одно. Если математика, так математика. Цифры, теоремы, вычисления, расчет. Мышление такое, что все можно понять с помощью научного метода. На все вопросы есть ответы. Надо только делать эксперименты, смешивать разные вещества, порошки в приборах, ждать определенное время, добавлять еще кое-что, ждать еще, измерять результаты, кормить мышей, например, подводить итоги, и все. Вот ответ. Уже не будет болезней, страданий, бедности, несправедливости. С помощью этих ответов мы решим все проблемы, все будем здоровы, богаты, счастливы, равны. Или так, кажется, думают. У нас в Америке подавляющее большинство студентов выбирают специальности в STEM, особенно компьютерную науку, статистику, химию, медицину и, повторяю, экономику. Несмотря на это, есть смелые, умные, любопытные студенты, которые к нам приходят с книгой в руках, которые хотят читать Достоевского. И я всегда помню, что Федор Михайлович учился на инженера и даже стал инженером после окончания училища. То есть он умел думать как инженер, у него тоже, как у наших студентов, специальность STEM. Несомненно, он проникал глубоко именно в ту область человеческого мышления, которая обоснована на рассудке, на науке, на логике, на математике. Он мог строить конкретные материальные структуры, здания, стены, военные укрепления и так далее. Но во все это время, решая простые, я бы сказала, простые математические проблемы, он читал литературу, поэзию, размышлял и постоянно старался решать вопросы, на которые нет ответов, и писал. Интересно спросить себя, а что, если бы Достоевский решил остаться военным инженером всю жизнь, строил бы в этой области свою карьеру? Как бы мир стал другим, не тем, в котором мы сейчас живем? Кого бы мы читали? Почему-то Тургенев, скажем, несмотря на все его мастерство, всю прелесть его искусства, не удовлетворит на самом глубоком уровне. Гоголя и Пушкина тоже любим. Они глубоко влияли, конечно, на Достоевского, дали ему свое. Но каков бы был наш мир с ними, а без Достоевского? На крепком основании Пушкина и Гоголя и других писателей, не говоря уже о французских, немецких, английских, Достоевский ушел далеко в будущее, к нам, оставляя их позади. А что, повторяю, если бы у нас были Гоголь, Пушкин, Тургенев, а не Достоевский? Без Достоевского даже Толстой остался бы как бы одним, если можно так сказать, я не знаю, как по-русски, братом-сиротой, да, или братом-однушкой, да. Мне задали вопросы, и я уже начала отвечать на первый из них, а именно, каково мое отношение к чтению художественной литературы, в том числе произведений Достоевского. Естественно, моя первая реакция была броситься на защиту самой художественной литературы. При этом имею в виду литературу в нашу эру, когда она как бы защищает себя от фактуальности, от математики, эмпиризма, от легких поверхностных ответов, от формулировок вроде 2 × 2 = 4, которые стоят перед нами, как каменная стена
или как ферзь поперек нашей дороги, руки в боки, которые и плюются. В моей среде, в американском университете, где на курс по литературе записываются человек 10, а в здании напротив собираются каждый день в одной аудитории студентов 400 на введение в компьютерную науку, или рядом студентов 300 на принципы экономики. Это действительно переживается как борьба за душу, за гуманитарную науку, или гуманитарные науки, за историю, философию, религию, за человеческое, конечно, за литературу. Наша молодежь ищет в образовании навыки, то есть практические знания, которые они могут прямо применять в какой-либо конкретной прибыльной карьере. Несмотря на общую тягу у всех людей к философическим вопросам о нашем существовании на Земле, об этике, о добре и зле, несмотря на то, что молодые люди особенно интересуются такими вопросами, возраст такой, несмотря на это, они склонны выбирать более безопасные курсы, более узкие. Это, естественно, при всех трудностях обосновываться в карьере, устанавливать свою независимую взрослую жизнь, обеспечивать уровень жизни. В глобальном мире 21 века это нетрудно всем понять. И все это кажется совершенно ново, опять же, на поверхностном уровне. Но если читать Достоевского, абсолютно ничего нового в этом нет. Только материальные условия жизни и, так сказать, бытовая техника изменилась. А ум человеческий остается таким, как он был, и вместе с ним душа. Ум и душа жаждут ответов на самые глубокие вопросы. Так, если читать письма молодого студента или инженера Достоевского своему брату Михаилу, мы понимаем, что он страдал теми же самыми проблемами, как мои и ваши, наверное, студенты сейчас, через 180 лет. И, может быть, здесь в аудитории студенты, и вы тоже, наверное, лучше нас понимаете, да? Иногда, зная гениальное произведение Достоевского, его славу, мы забываем, что и он, как все люди, как мы, был когда-то молодым человеком, ищущим себе дорогу в жизни, страдающим вопросами о том, как он будет жить, если он бросит свою работу как инженер, если он бросит военную службу. Все началось раньше. Еще в 1839 году 18-летний студент пишет своему брату: «Одна моя цель – быть на свободе. Надо сильную веру в будущее, крепкое сознание в себе, чтобы жить моими настоящими надеждами. Ну что же, все равно, сбудутся ли они или не сбудутся. Я все сделаю. Человек есть тайна, ее надо разгадать. И если будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком». Разве это непонятно каждому молодому человеку и каждому человеку? Много общего, много человечного, несмотря на все поверхностные различия между нашим временем и местом и его. И с этими мыслями этот молодой человек стал писателем. Читая Достоевского, я всегда думаю о разнице между фактами или фактиками, как Иван Карамазов их называет, и истиной или правдой. Факты можно доказать. Против них нельзя противостоять, нечем их опровергать. Они просто есть, они ограничивают свободу ума человека. Из-за них мы чувствуем себя несвободными. Читая литературу, мы приближаемся к более глубоким истинам. Оставляем позади фактики, и не только самого литературного текста, но и фактики нашей повседневной жизни. Приближаемся к автору самому, и к его современникам, и к его героям, которые жили тогда и продолжают жить теперь. Они, как мы, стараются
решить проклятые вопросы, и как мы не находим ответов. Но мы все-таки вместе и понимаем, что у нас гораздо больше общего, чем мы думали до того, как открыли роман и сели читать. Это и есть художественная истина. И так теперь о конкретностях. Вопрос такой: читают ли мои студенты Достоевского? Какие произведения самые популярные? Ответ – да, читают. Изо всех русских писателей всех времен Достоевский стоит на первом месте у нас. Достоевского выбирают по многим причинам. Самое сильное, наверное, это его философская, особенно этическая глубина. Его герои видят, что люди страдают, и спрашивают, почему. Стараются решать и решить эти неразрешимые вопросы своим умом. Наши читатели больше всего увлекаются умницами Достоевского, подпольным человеком, Раскольниковым, Иваном Карамазовым. И, естественно, они сами очень умные. Ведь учатся в университете, куда они попали, потому что они самые умные. В мой университет, например, и в другие такие, как мой. Мой университет называется Дюк. Конкуренция безумная. На одно место принимают меньше 6% из тех, кто подали заявление. Как ни странно, это и есть один источник их страдания. Почему я, а не 94 других процентов, то есть других подавших заявлений, очень легко впасть в состояние ума таких, как Раскольников? Я умнее всех, я элита. Это грех гордыни, на который Достоевский обращает так много внимания. Он сам понимает, потому что он сам тоже был очень умным человеком. Да? Гордыня именно уединяет человека со своим умом, отделяет умного человека не только от себе подобных, то есть от человеческого общества, но и от Бога. А что касается каких произведений мы читаем, кроме «Преступления и наказания», которые часто читают в средних школах в Америке, «Братья Карамазовы» – второе главное произведение. У нас на курсах по философии часто читают записки из подполья. Я включаю их тоже в мои курсы по литературе, но студентам трудно. Надо дать много информации о контексте того времени. Со временем, по моему опыту, все меньше и меньше студентов влюбляются в записки из подполья из-за стиля, из-за плотности слов, из-за отсутствия фабулы во всей первой части. Для нового поколения студентов, которые меньше читают, чем предыдущие, это трудно. Я уже не включаю идиотов в курсы. Даже курс по Достоевскому – это для них сложно. Бесов я сама очень люблю, но только в отдельный курс включаю. Опять же, текст требует много от читателя, но надо добавить, бывают среди моих студентов преданные читатели, которые читают самостоятельно произведения, которых нет у меня в списке. Так было в этом году пандемии. После осеннего семестра студенты сформировали самостоятельный клуб, Book Club, и читали «Идиота», говорили о нем между собой, и в последний день пригласили меня участвовать. Это было прекрасно, конечно. Моя цель как преподаватель именно зажечь у моих студентов желание читать еще русские книги после того, как кончится курс. И вообще после учебы в университете. И больше всего радуюсь, когда уже давно окончивший университет студент напишет мне электронное письмо, говорит, что он перечитывает Достоевского и уже будучи взрослым человеком, понимает его совершенно по-другому. А как организую семинар? Надо сначала сказать, что большинство студентов читает в английском переводе, и занятия проводятся по-английски. Иногда у меня учится носитель языка, но и тогда не всегда достаточно грамотен, чтобы читать все в оригинале. У нас в Америке много русскоговорящих семей,
но у детей нет русскоязычного образования. Я обычно говорю, что неважно, какой перевод читают. По-моему, много вполне адекватных переводов произведения Достоевского. Бывает интересно и поучительно сравнивать тексты в разных переводах на занятиях. И я просто смотрю за собой сейчас на книжной полке, могу просто взять разные переводы преступления и наказания. Есть всего, кстати, на английском языке всего 13 переводов вот этого романа. И, по-моему, большинство из них вполне адекватно можно читать и смело изучать их. Да, значит, мне гораздо более важно, чтобы студенты сами читали тексты и читали глубоко, чем чтобы они знали много разных толкований или разных знаменитых теорий. Конечно, любой человек может быстро поискать по интернету и найти информацию о любом классическом тексте. Сайты, кстати, бывают очень хорошие. Дают биографию автора, историю того, как он писал роман, условия жизни и контекста того времени, то, как современники реагировали на текст. Дают подходы к толкованию текста, анализируют символику, психологию, факты сюжета, чтобы вообще все угодно. Да? Пусть они смотрят, пусть читают, учатся, но это не обеспечит им успех у меня. Каждый день в начале занятия я даю 5-минутную проверку по содержанию заданной части текста. 10 вопросов, наиболее короткие ответы. И вот я могу показать пример. Это вот типичная у меня проверка. Я включаю и какую-нибудь фотографию или картину. Все, конечно, обратно надо видеть в зеркале. Ну, если, например, такой вопрос, на ком Алеша должен жениться, да, например, в «Братьях Карамазовы». Одно слово можно писать, и все. Или, например, дают цитату колоритную, и надо сказать, кто это говорит, да. Это нельзя выучить по интернету до класса, надо просто читать текст. Если они читали текст до занятия, тогда это значит, они сдадут проверку на отлично, и уже они готовы говорить на семинаре о том, что читали и о том, что они думали. Если не читали текст сами, никак не могут ответить на эти вопросы. Итак, все читают. Я очень довольна этим, горжусь моими проверками, потому что они заставляют их всех читать и вообще любить тексты. Все остальное на втором месте, по-моему. После проверки я могу прочитать, может быть, небольшую лекцию, напоминать о том, что было обсуждено в прошлый раз, даю контекст, факты и так далее, относящиеся к заданию на сегодняшний день. И потом, в зависимости от того, сколько студентов в классе, они собираются в небольших группах, скажем, с 3 до 5 человек в каждой, там обсуждают отдельно конкретный вопрос. У меня картина вопросов, которые я могу задавать. Я проектирую их на экране. Опять же, извините за зеркальный порядок. Но, значит, я могу задать такой вопрос. Как книга Зосимы представляет ответ великому инквизитору, да? Или каково отношение между чудесами и верой, да? Вот такие вопросы. Это трудные вопросы, конечно, но они интересные. И часто они
приспосабливают хорошие обсуждения в этих группах. Я не подслушиваю, я просто жду, проверяю проверки. Обсуждают минут только 5-10, возвращаются в класс, и каждая группа сообщает о том, что они говорили. По моему опыту, это освобождает класс от самого неприятного. Того студента, который думает, что он все понимает, что он самый умный, и который поэтому говорит слишком много. Наверное, вы все это понимаете, о чем я говорю, да? По моему опыту, самые тихие студенты иногда выражают самые глубокие мысли. В моем списке, опять же, в обратных буквах, вот мы читаем, например, в семинаре по Достоевскому «Бедных людей», «Белые ночи», «Записки из мертвого дома», «Записки из подполья», «Преступление и наказание», «Мужика», «Мария», «Сон смешного человека» и, конечно, «Братьев Карамазовых». Иногда меняю тексты. Например, если буду преподавать семинар в 2022 году, включу бесов, ведь это их юбилей. И я сама очень люблю романа, хотя его трудно преподавать. Вообще, больше нужно дать информации о контексте. Кстати, буду преподавать семинар по черту в русской литературе осенью этого года и включу туда бесов. Пусть они читают этот роман. Тоже надо сказать, что я преданная сторонница записками из мертвого дома, и они останутся у меня навсегда. И еще один вопрос, который был задан мне. Достоевский не ездил в Америку, но упоминает об Америке в разных произведениях. «Дневник писателя», «Преступление и наказание», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы». О какой Америке говорил Свидригайлов, когда он сказал солдату в медном шлеме, его последнему свидетелю в жизни, что он уезжает за моря в Америку? Это, конечно, хороший вопрос для американца, такой хороший вопрос, как все вопросы, и как все вопросы хорошие, трудно на него ответить. Америка в произведениях Достоевского для меня действительно загадка. Мы со студентами только что читали «Игрока». И в «Игроке», конечно, очень много сказано о французах, о немцах, о поляках и так далее. Вот. Об американцах так мало сказано, так мало написано у Достоевского, что это вот вообще загадка. И я сама затрудняюсь ответить, что он имел в виду. Если вот истолковать, например, сцену с Свидригайловым прямо, Америка недвусмысленно в этом эпизоде со Ставрогиным означает смерть, да? Но это другая смерть. Это не смерть, которую имеет в виду Иван, когда он говорит о могилах в Западной Европе, например. В Америку действительно приезжали многие разные люди. Это наша история. В том числе искатели лучшей жизни, беженцы, религиозные сектанты, авантюристы, ну и преступники и убийцы. От чего-то всегда бежали и чего-нибудь всегда искали. И на этом построилась наша страна со всеми ее недостатками и со всеми ее возможностями. Кстати, у меня среди студентов бывают молодые люди со всего мира, из Китая, Англии, Южной Америки, Африки, Европы. Они представляют собой все религии, то есть они представляют все религии. Студенты из каждого штата в США приезжают учиться, и белокожих у нас около только 50%. Есть и богатые, но есть и студенты из очень бедных семей. Таким образом, у нас настоящий маленький мир со всем его разнообразием.
И все они очень талантливые, умные. И я всегда считаю вот большую привилегию заниматься с этими молодыми людьми. Но возвращаемся к теме. Не знаю, что сказать о Свидригайлове, о Ставрогине, о других. Как ни странно, я могу воображать их в моей стране. Здесь они бы построили себе новую жизнь, как и все другие иммигранты. Но есть у Достоевского герой, которого никак не могу видеть у себя. Это Дмитрий Карамазов, который тоже говорил о том, чтобы, может быть, убежать в Америку. Нет. Дмитрий Карамазов 100% коренной русский по характеру, по религии, по вкусам, по природе. Без русской почвы для него нет и не может быть жизни. Конечно, он должен поехать на восток, в глубину России, в Сибирь, туда, где, несмотря на то, что он будет там в тюрьме и в ссылке, он укоренится еще глубже в русской земле. Может быть, он там останется всегда, как другие. И если он вернется в европейскую часть России, с собой, как сам его автор, он принесет зерна возрождения, новой жизни, воскресения, как Раскольников. Но надо сказать, я все-таки легко могу выразить Раскольникова у себя в Америке. Я вижу его среди моих студентов и считаю очень важную часть своей преподавательской деятельности читать и обсуждать с ним преступления и наказания. Достоевский глубоко повлиял на американских писателей, как и на писателей всего мира. В Международном обществе Достоевского имею особенное удовольствие узнавать о том, чем занимаются ученые всего мира, какие вопросы интересуют их, и что и о чем они пишут. И у каждой национальной традиции свой Достоевский. Этот юбилейный год дает нам возможность узнавать о всяких разных критических и творческих традициях. По всему, что пишется и говорится о писателе на многих разных языках, можно смело сказать, что третий век Достоевского, который мы празднуем, это только начало. И спасибо большое за ваше внимание, за приглашение беседовать с вами. Надеюсь, что нам удастся встретиться и продолжать разговор в реальном мире и в скором будущем. Большое вам спасибо. Ну вот мы слушали, надеюсь, согласитесь с тем, что это один из самых интересных и глубоких докладов. Студенты по достоинству его оценят и еще будут сравнивать себя с американскими сокурсниками. Ну, а сейчас второй президент наш, Владимир Николаевич Захаров, в полном соответствии с темой конференции сделает доклад, который звучит аналогично, актуальный, Достоевский. А после Владимира Николаевича будут выступать его ученицы, представители Петрозаводской школы, и таким образом у нас возможность появляется узнать про достижения одной из самых выдающихся литературоведческих школ в России. Пожалуйста, Владимир Николаевич. Добрый день, дорогие коллеги. Добрый день, студенты. Название конференции и тема моего доклада, которая возникла просто бессознательно, я еще не знал тогда название конференции, поставили меня в затруднительное положение. Несколько недель назад, и месяца не прошло, я опубликовал статью в журнале «Неизвестный Достоевский» под названием «Актуальность Достоевского». И естественно, что в общем-то, за месяц я не накопил столько много мыслей для того, чтобы снова выйти с этой темой, высказался и все.
Но так уж получилось, что мне придется за слова отвечать и говорить об актуальном Достоевском, уже снова не повторяясь. К сегодняшнему дню я написал 2 доклада, как ни странно. Ну вот, просто написал сначала один ученый доклад, а потом второй сразу же после этого за несколько часов неученый доклад. И, собственно, в первом докладе я хотел рассказать о том, какую книгу о Достоевском я считаю лучшей. И это не Бахтин. Во втором, каким образом я пришел к подобному заключению, почему я, собственно, сейчас склоняюсь к тому, что мне нужно поговорить не о первом, а о втором. Не первое, а о второй теме. Очевидно, бессознательно я все-таки откликнулся уже на тему Кэрол Аполлонио и, в общем-то, решил рассказать о том, какой мой актуальный Достоевский, как я читал его в студенческие годы. А все начиналось в студенческие годы на 3-м курсе филфака в 1969 году. Конечно, актуальный Достоевский может быть только своим, только тем, который прочитан, только тем, который прочитан и понят. И понят именно в том объеме, в каком мы способны это воспринять. Какой мой Достоевский? Я учился в советской школе, когда Достоевского не изучали, не преподавали в школе. Учебники писали о Достоевском так, что отбивали всякий интерес читать мрачные произведения русского писателя. Поступив на филфак в 1967 году, я не собирался заниматься Достоевским. Меня интересовал Серебряный век, поэзия Велимира Хлебникова. Но на 3-м курсе нам объявили, что вопреки обычной практике, когда студенты выбирают спецсеминары, все студенты пишут курсовые работы по Достоевскому. И одновременно был предложен спецкурс по Достоевскому. Так я стал читать Достоевского. Собственно, все имело свое объяснение. Мой учитель и заведующий кафедрой в то время Моисей Михайлович Гин к юбилею, 150-летию Некрасова и Достоевского писал книгу о Достоевском и Некрасове. И хотел полностью погрузиться в Достоевского, и это ему удалось. Он погрузил в чтение Достоевского всех студентов, в том числе и меня. И с тех пор я читаю Достоевского, читаю и по интересу, и по обязанностям. Держу корректуры, занимаюсь редактированием текстов статей, проверяю цитаты и так далее. То есть, в общем-то, Достоевский теперь у меня, как бы, это моя пожизненная обязанность и любовь. Конечно, Достоевского не просто читать, и я вначале испытал достаточно серьезные затруднения.
Я пробовал раз 6 читать «Преступление и наказание» и откладывал потом. Но когда в моих руках оказались братья Карамазовы, это было откровение и потрясение. Я читал и ликовал. У меня было такое чувство, что это я написал. Извините за нескромность. Вот. Но Достоевский с тех пор просто захватил меня. И вот уже свыше 50 лет я читаю Достоевского и не могу начитаться. Несмотря на то, что многие его произведения я читал и десятки, и некоторые до сотни раз, но всегда, каждый раз удивляюсь, что обнаруживается то, что раньше не замечал. Достоевского можно читать бесчисленное множество раз, не наскучит. Тему своей курсовой работы я выбрал такую, что заведомо было непонятно и трудно. Проблема фантастического в двойнике Достоевского. Во-первых, к тому времени я уже знал, что фантастическое – это камень преткновения для любого критика и критики в целом. А во-вторых, была неясна сама тема двойника в повести. Я ее не читал, хотелось прочитать и разобраться. Я написал курсовую, в котором в результате чтения своего пришел к выводу, что Белинский ошибся в трактовке фантастического в двойнике, что Михайловский ошибся, Виктор Владимирович Виноградов тоже ошибся, Бахтин ошибся, я прав, излагая свою концепцию фантастического в двойнике. Мне повезло, я получил такую оценку от Моисея Михайловича: не согласен, но ставлю отлично. И, конечно, в общем-то, это меня поддержало, и с тех пор переоценка двойника – это всегда как бы в моем научном багаже. Мне было очень приятно получить отзыв на свою кандидатскую диссертацию от Федора Исааковича Евнина, который к тому времени уже прославился своей статьей, опубликованной в журнале «Русская литература» в 1964 году об одной историко-литературной легенде. И эта историко-литературная легенда неправильная, ошибочные трактовки двойника. Мне было очень приятно, это чрезвычайно редкий в нашем научном кругу случай, когда ученый, автор признанной к тому времени трактовки двойника, отказывается от своей концепции и принимает мою. Но вот так случилось. От Моисея Михайловича я получил несколько уроков. Один из таких уроков – критически относиться к тому, что читаешь, что говорят все вокруг. Как-то он пришел на лекцию с портфелем, набитым различными книгами. Выложил эти все книги на стол и стал показывать, как столпы официозного литературоведения сочиняют историю современника, сочиняют Некрасова, и сравнивал их
мнение с тем, что писали о ситуации, о конфликте, об отношениях сами участники этих событий. Некрасов, Панаев, Лев Толстой, Дружинин и так далее. И, в общем-то, сразу же возникала картина полного несоответствия фактов и их интерпретации. Ну, вот. И, собственно, под удар, конечно, в первую очередь попали Яков Эльсберг и Владимир Ермилов. Ну, вот. Эти разоблачения произвели впечатление. С тех пор я не доверяю общим местам и стараюсь критически к ним относиться. И убеждался много раз, что верить общим местам не стоит. И, в общем-то, их нужно проверять и перепроверять. Как-то один американский коллега прислал мне свою монографию, которая начинается фразой: как пишет постсоветский ревизионист Владимир Захаров. Ну и дальше начиналась цитата. Мне эта фраза понравилась, несмотря на некоторую сомнительную характеристику ревизиониста. Вот. Но, тем не менее, должен признаться, что критика общих мест для меня и всегда имеет значение. И ревизионистом в этом смысле я был и в советские времена. Брался за кандидатскую диссертацию и убеждался в том, что мало кто понимает, что такое фантастика. А Достоевский понимал и даже представил оригинальную концепцию фантастического, которая сохраняет современную актуальность. Мало кто из писателей и критиков объяснял, что такое фантастика. А Достоевский это понимал. Или занялся проблемой жанров в докторской диссертации и выяснил, что авторские дефиниции не совпадают с исследовательскими определениями этих жанров, что у Достоевского совсем другая концепция рассказа и повести, чем в теории литературы, и Достоевский прав. Ну, а о том, что такое роман Достоевского, очень хорошо объяснил Михаил Михайлович Бахтин. У Достоевского есть и оригинальные жанры, и, собственно, в этом и состояла моя книга «Система жанров Достоевского. Типология и поэтика». Убеждение, опять же, в том, что Достоевский точнее и глубже понимал жанры, чем мы, его критики и исследователи. Как-то Дональд Фенга, американский профессор Гарвардского университета, после моей лекции задал мне зловредный вопрос: почему в Советском Союзе не издают бесов? Это как бы была проверка меня. Я ответил, что на самом деле запрета нет. Бесы издаются в собраниях сочинений, но отдельные издания не издаются по понятным политическим причинам. И есть текстологические сложности. Стал говорить о том, какие текстологические сложности нужно решить в издании бесов. И
почувствовал во время ответа, что я хочу издать «Бесов». И вот, вернувшись некоторое время спустя, я издал «Бесов». И вот они вышли в такой книге. И должен сказать, что когда я готовился к этому изданию, я заглянул в прижизненное издание и был просто изумлен тем, что у Достоевского другая пунктуация, что она интонационна. Читать Достоевского все равно, что читать партитуру композитора. Это было потрясение. Ну, а залез я в прижизненное издание для того, чтобы разобраться, где нужно писать и как нужно писать слово «Бог». С большой или с маленькой буквы. Ну вот, сразу же столкнулся с тем, что у Достоевского есть высказывания, в которых слово «Бог» в рамках одного предложения пишется и с большой, и с маленькой буквы. Ну и в конце концов убедился в том, что любой редактор, который желает унифицировать правописание Достоевского, должен отказаться от этой идеи, потому что у Достоевского все сложнее и глубже, чем может представить себе исследователь. И тоже написал статью, почему нельзя исправлять заглавную букву у Достоевского. Как-то на досуге я посчитал, и только по исправлениям заглавной буквы оказалось, что в этом издании сделано, которое я подготовил, сделано свыше 450 исправлений в заглавной букве, только в заглавной букве, по сравнению с академическим изданием «Бесов». Это еще один урок. Все, что мы читаем, к сожалению, читаем по исправленным текстам. Лучше всего, конечно, доверяться прижизненным изданиям или при подготовленным критически изданным предшествующим исследованиям текстом Достоевского. Сейчас ситуация постепенно меняется. Вот выходят наши издания, канонические тексты. Есть издания, допустим, сейчас второе издание полного собрания сочинений в 35 томах. И та работа, которую сейчас по исправлению текстов делает, опять же, исправление текстов академического Достоевского делает Наталья Александровна Тарасова, заслуживает огромной похвалы и благодарности. У нас пока в почете и в цитировании 30-томное собрание сочинений, в котором слово «Бог» пишется с маленькой буквы, а «сатана» с большой. Это вот фраза, это как бы лексический казус, текстологический, лучше сказать, казус. Цитирую: «Но сатана с большой буквы знает Бога, Бога с маленькой. Как же он может отрицать его?» Ну вот, нужно читать Достоевского по прижизненным, по нашим каноническим текстам. Ну а я некоторое время спустя опубликовал в канонических текстах
роман «Бесы» даже в 2 томах. Вот они. Роман сам опубликован в 9 томе, а в приложении опубликована реконструкция журнальной редакции. На самом деле Достоевский опубликовал не один, точнее не опубликовал, опубликовал 1, но писал 2 романа. Один, который он задумал, другой, который Катков опубликовал в «Русском вестнике». Ну, это очень большая текстологическая работа, на которую меня в свое время подвигнул Александр Викторович Михайлов, которому понравилось петрозаводское издание «Бесов». Он написал об этом рецензию, озаглавил «К новому Достоевскому» и призвал меня к этому новому Достоевскому и помечтал о том, было бы хорошо, если бы восстановили не только заглавную букву или авторскую пунктуацию, но и восстановили исключенные или ненужные буквы ять, фиту, ижицу и так далее. Мне такая дерзкая мысль в 1991 году в голову не приходила. Но после этих похвал осталось только следовать. И так началось полное собрание сочинений Достоевского. Вообще мы многое ко многому приходим и многое начинаем, исходя из, скажем, такой, в общем-то, среды, научной среды общения, разговоров на конференциях. Даже, в общем-то, в преподавательской работе студенты нас учат не меньше, чем мы их. Вспоминая ту самую поездку с лекциями по Америке, я очень благодарен моим студентам, которые слушали у меня курсы и интересовались, собственно, что это за русская литература, что это за русские писатели. А я тогда читал о Евгении Онегине, о братьях Карамазовых и о Тихом Доне Шолохова. Что это за русская литература, что это за русские писатели и что делает русскую литературу русской. Став читать, я просто понял, что я сам ничего не знаю об этом, стал интересоваться. Это время празднования тысячелетия крещения Руси, и это меня самого вразумило. Я понял, в чем тайна русской литературы, и, собственно, этой тайной теперь занимаюсь с конца 80-х годов. Для меня открылась русская литература как христианская словесность. Одним из самых последних произведений Достоевского, которые я понял из Достоевского, оказался роман «Бедные люди». И толчком для понимания и открытия этого романа стала тоже, в общем-то, одна из таких бесед. Как-то после лекции для уже американской общественности с переводом ко мне подошел один импозантный американец и сказал о себе, что «I'm Макар Девушкин». Это настолько меня изумило, впечатлило, какой он Макар Девушкин. Он совсем не бедный человек. Я только и смог вымолвить «why»,
а он стал рассказывать о том, почему он Макар Девушкин. Я ничего не понял из его ответа, но, тем не менее, это заставило задуматься о том, почему не бедный человек считает себя Макаром Девушкиным. Ну и когда догадался, когда сообразил, может быть, придумал, написал статью, что Достоевский открыл в бедных людях и так далее. То есть, в общем-то, мы находимся в постоянном диалоге, и я скажу, что я бы мало что сделал, если бы не преподавал. Ну вот, и не имел такой, в общем-то, очень сильный исследовательский интерес ко всему. Нужно иметь в виду, что вообще Петрозаводский университет – это университет, в котором, скажем, нет книг, изданных до 1940 года. Нет по одной простой причине, что во время эвакуации Петрозаводского, когда финские войска наступали к нему, библиотеку вывозили на баржах. На баржах эвакуировали, ну и часть конвоя разбомбили. И на дно Онежского озера ушла не только университетская библиотека, но и баржи с мирным населением, которые отправлялись в эвакуацию. Но нет книг, прижитных изданий Достоевского нет. Ну что, стали собирать. Ну, делали это единственным таким способом. Ксерокопировали в 70-е, 80-е годы. В конце концов, собрали всю библиотеку. Достаточно для того, чтобы вести полные текстологические исследования. Или в Петрозаводске нет ни одного автографа Достоевского. Нет никаких архивов. Ну что, раз нет, значит нужно заводить архивы. Ну вот, и в течение 80-х, 90-х годов у нас был собран весь комплекс архивов. В Петрозаводске есть все цифровые архивы. Ну вот, и на основе этих архивов мы проводим нашу текстологическую исследовательскую работу, которая представлена на сайте philolog.ru. Наберите этот сайт и выйдите на сайт кафедры Петрозаводского университета. Ну и самое главное, вот все, что сделано, это сделано трудами студентов Петрозаводского университета, которые я сам закончил, которые закончили мои помощники и сотрудники. Их трудами изданы электронные собрания сочинений и Достоевского, и Достоевских, и Державина, и Зайцева, Бориса Зайцева, Ивана Бунина и так далее. Огромные ресурсы по журналам Достоевских «Время», «Эпоха», «Гражданин». Ну и самое главное, что хотел бы я сказать в конце своего выступления, ну вот, все можно сделать, все можно организовать. Ну вот, конечно, для этого нужен энтузиазм, но все возможно и все в ваших руках. Если хотите пользоваться нашими электронными изданиями, нашими архивами, электронными библиотеками, пожалуйста, Ирина Святославовна Андриянова об этом расскажет лучше меня. Спасибо за внимание. Коллеги, аплодисменты нашей аудитории слышите? Спасибо вам большое за поучительный и вдохновляющий доклад. Но время быстро идет, и надо успеть нам, чтобы выступил директор Московского музея Достоевского Павел Евгеньевич Попин.
Он представит сейчас совершенно удивительный, наверное, поразительный для многих сайт, созданный вот 200-летие Достоевского. Пожалуйста, Павел Ильич. Добрый день, рад всех приветствовать, рад всех слушать, слышать. И прежде чем я представлю непосредственно сам сайт, этот портал, я, конечно, хотел бы рассказать несколько слов о его создании. Вот сейчас Владимир Николаевич очень интересно рассказывал о том, как возникают проекты, как создаются книги, как рождаются творческие идеи. И это чрезвычайно важно и поучительно. Это вот та изнанка, на самом деле, которая является основой всех наших трудов. Наверное, даже не изнанка, а подкладка, да, вот та, которая держит основу, внешний вид. И здесь история создания этого портала, она достаточно, с одной стороны, курьезна, а с другой стороны, весьма характерна для нашего времени и отражает его состояние вообще культуры нашей современной, вот взаимоотношений. Я думаю, что это тоже полезно знать и полезно представлять. Уже сегодня прозвучало в вступительном слове, что юбилей Достоевского отмечается в России на государственном уровне. В 2016 году был издан соответствующий приказ президента. Через год был создан оргкомитет по празднованию этого юбилея, в который входит, в частности, и Владимир Николаевич Захаров. Была, соответственно, разработана программа, в составе которых около 40 таких пунктов, которые были распределены между разными исполнителями и соответствующим постановлением Совета министров России за подписью тогда премьер-министра Медведева был утвержден график их и бюджет. Вот это очень важные, на самом деле, слова и понятия, потому что, ну вот обычно, когда мы задумываем какой-то проект, вначале рождается идея, вначале рождается какой-то план, и мы худо-бедно себе представляем, что будет. Конечно, в процессе работы потом возникают какие-то дополнения, это естественно, проект развивается, приходят новые идеи, да? Всегда это такой важный как бы элемент работы. Но все-таки вначале есть вот то, что Достоевский называл поэма. Да? Тот первоначальный какой-то образ, тот первоначальная какая-то мысль, которая движет создателем. Потом под это дело составляется коллектив, ищется бюджет, ищутся деньги и так далее. Здесь ситуация совсем иная была. Здесь был вот этот вот решение оргкомитета, где среди этих 40 пунктов был обозначен в том числе и пункт о создании портала, значит, «Мир Достоевского». Он был тогда же назван, поскольку это документ правительственный, то ни шагу назад, да, тут ни вправо, ни влево нельзя. Вот он назван «Мир Достоевского», значит, он должен называться «Мир Достоевского». Что это такое? Какова его концепция? Надо было под это название придумать и создавать. Несмотря на то, что я вот присутствовал на одном из предварительных заседаний комитета, звучали мнения, что Достоевский в сети достаточно масштабно представлен, и создание еще одного портала это, в общем, проблематично. Но, тем не менее, эти голоса не были услышаны, и пункт так и остался. Более того, не знаю, по каким, так сказать, соображениям, реализация этого проекта была прописана в Государственном музее истории российской литературы имени Даля, сотрудником которого я являюсь, возглавляя отдел музей-квартиры Достоевского. Ну и вы понимаете, что дальше все это по цепочке спускается ниже. Вот, то есть непосредственно уже ко мне.
И ставится такая вот задача уже производственная моим руководством непосредственно. Вся беда в том, что я человек далекий от вот этой вот цифровой параллельной действительности. Для меня это все достаточно чуждо, и я это, в общем, не люблю, по большому счету. Интернетом пользуюсь в лучшем случае это для коммуникации, ну и справочным Википедии. Вот это весь объем моего пользования. Я человек архаичный, старый, люблю книги. Наверное, это неправильно. Но, как бы то ни было, надо было вопрос решать. И, соответственно, стало ясно, что нужно найти какого-то партнера профессионального, который мог бы все-таки создать адекватный современности и современному потребителю продукт. И таким партнером стала у нас студия Артемия Лебедева. Это, вы знаете, такая московская достаточно крупная компания по производству вот такого IT-продукта. Компания такая со своим характером, с очень продвинутыми, как сегодня говорят, идеями. И конечно, в процессе работы вот было много интересных, так сказать, столкновений с ними, потому что, и это хорошо, с одной стороны, там разработчики люди молодые, в районе 30 лет, не более. И когда мы с ними начинали работу, я им говорил вот такую идею, что действительно Достоевский представлен очень широко в интернете, как минимум десяток сайтов только в российском секторе, да и больше на самом деле. И самого разного характера, разного контента, разного уровня подготовки, от академических до любительских. Но тем не менее они существуют, они удовлетворяют вполне информационный интерес пользователей. И поэтому вот для тот ресурс, который у нас есть финансовый, тот ресурс, который у нас временной есть, но он не позволяет нам создать нечто глобальное, как бы хотелось, может быть, под названием «Мир Достоевского». И, в принципе, этот портал не должен быть академичным в том плане, что у нас нет ресурса просто кадрового, чтобы решить вот на таком уровне эту задачу. Более того, есть действительно хорошие ресурсы, которые уже работают. И дублировать их совершенно нет смысла. Я предложил им подумать над таким форматом, который был бы интересен современному молодому пользователю. Потому что кто, собственно, туда в интернет заходит за информацией? Вот молодые люди. И он должен соответствовать и по структуре, и по дизайну вот этим требованиям. Я просто им сказал, ну вот сделайте такой сайт, какой будет вам интересен. Вот вы молодые люди, да, вот вы, как Достоевский, только, так сказать, на слуху у вас. Вот что вам было интересно сделать. И это было, на самом деле, наверное, такой правильная подсказка, потому что у них сразу как-то закрутились в эту сторону мозги. Другое дело, что они там иногда перекручивались в какой-то момент, приходилось их останавливать. Опять же, вот еще одна любопытная деталь, когда вы работаете с художниками, дизайнерами, то они же творческие личности, они все очень хотят себя правильно представить. Поэтому приходилось говорить, что вот есть иерархия, в первую очередь, все-таки Достоевский, потом контент, потом уже дизайн. Но, несмотря на это, дизайн, конечно, выходит на первый план. Это такая современная жизнь, когда дизайн диктует все. Ну, бог с ним, это на самом деле тоже есть некоторое достоинство и этого сайта. Еще один нюанс важный для понимания его, так сказать, наполнения и структуры, это то, что
деньги, которые приходят на государственные проекты, в бюджетные учреждения, они не даются просто так, и за них надо отчитываться, нужно проводить конкурсы, соответствующие на их получение. Это длительные процедуры, и в итоге финансирование на этот сайт мы получили только и возможность заключить договор со судьей Артемием Лебедь только в конце сентября. При этом контракт должен был быть закрыт 31 декабря. Иными словами, на разработку оставалось 3 месяца: октябрь, ноябрь, декабрь, на разработку контента и оболочки. Ну, именно поэтому то, что мы сейчас имеем, это, я бы скорее назвал пилотным проектом, потому что мы постарались сделать структуру, которая будет наполняться, и мы уже предпринимаем в этом направлении шаги, и далее будет развиваться. Поэтому некоторые у нас разделы более полно представлены, другие, может быть, только обозначены или намечены, а некоторые даже и не намечены, а только задуманы в перспективе дальнейшего развития портала. Итак, вот что такое мир Достоевского, мы задали себе вопрос, чтобы понять вообще, что мы должны сделать. И мир Достоевского, да, это мир его собственный, биографический, скажем так, да, исторический контекст, места жизни, окружение, люди, с которыми он общался, встречался, книги, которые он читал, те эстетические, художественные впечатления, которые он переживал. Это одно. Но мир Достоевского – это и мир его героев, безусловно. Опять же, вот наполненный всеми этими обстоятельствами. Это где и содержательная сторона присутствует, и такая вот материальная среда, где есть идеи, где есть предметы какие-то, есть пространства определенные и так далее. Его герои и прочее. Ну и, конечно, мир Достоевского – это мир его читателей. Как мы читаем, как мы понимаем, а читатели, и это очень интересный уже самостоятельный культурный феномен, это ему уже более 1,5 столетий, да, в этом мире и художники, и музыканты, и кинематографисты, и театральные деятели, философы, и мыслители, переводчики, исследователи Достоевского. Каждый, в общем, достаточно интересный. И хотелось тоже вот эту историю, эту сторону мира Достоевского тоже заявить. Таким образом, вот сложилась структура. Плюс по ходу мы поняли, что как музей мы должны, наверное, как-то выделить в этом отдельно еще и мир музеев Достоевского, которых существует около 7. И я сказал около, потому что есть такие любительские музеи, официальных 7. И дать какую-то информацию о них, о музейной жизни. Таким образом, безусловно, есть контент, который дублируется, скажем, другими сайтами, хотя дублируется не в прямом смысле, не то, что там копируется информация, а тематически, скажем так. Но это неизбежно, да, потому что мы говорим все-таки об одном человеке. И есть контент, который совершенно самостоятельный и уникальный. Ну и, опять же, поскольку дизайн является такой основой, то вот было предложено, что каждая тема будет заявлена, сопровождаться иллюстративным материалом. И этот иллюстративный материал взят в основном из фондов 2 музеев Достоевского. Конечно, из фондов Государственного музея истории российской литературы, где сосредоточен основной фонд документальный, и литературно-мемориального музея Достоевского в Санкт-Петербурге, где большая коллекция иллюстративного материала. И я, вот, пользуясь возможностью, выражаю еще раз благодарность коллегам за их такую щедрую помощь в подготовке. Кстати, вот и Борис Николаевич Тихомиров, зам по науке этого замечательного музея, тоже принял активное участие в создании контента.
Так что я надеюсь, что в перспективе, и это главный ресурс нашего портала, мы будем опираться именно на вот эту корпорацию наших исследователей, и их находки, их открытия каким-то образом адаптировать для трансляции массовому посетителю этого портала. Прежде чем сейчас перейдем к демонстрации, быстренько посмотрим несколько картинок. Еще последнее я скажу, что вот опять же такой гибридный характер этого продукта связан с тем, что с одной стороны его делали молодые люди из студии Артемия Лебедева, которые задали интересную оболочку. Ну и вот таким консервативным персонажем, как я, который любит много букв. Поэтому мы тексты достаточно пространные, таких обычно не встретишь на порталах, но у нас позиция такая: это просветительский сайт, он обращен к тем, кто интересуется. Если человек заинтересовался, то он должен получить обстоятельную и содержательную информацию. Если ему это что-то не стало неинтересно, ну, это его право. И, значит, ему удовлетворится тем объемом, который он получит сразу. Ну, давайте перейдем непосредственно к порталу. Вот, если можно, я включаю демонстрацию экрана. Вот, только как это сейчас нужно делать? Вот, совместное использование, наверное, надо нажать, да? Так, правильно, виден там экран, да? Коллеги, скажите, пожалуйста. Демонстрация экрана видна? Видно. Да, видно. Значит, ну вот видите эту раскладку Яндекса, да, «Мир Достоевского», набираем просто, и вот он сразу у нас появляется, нажимаем на него, и вот такой вот замечательный пролаудер, который представляет во время загрузку нашего портала. И далее вы видите 4 блока. Мир писателя, мир произведений, мир читателей, мир музеев. Можно верхней строкой пользоваться, можно пользоваться вот этими разделами. Он такой динамичный, вот тут всякие какие-то происходят движения, волнения для разнообразия. И смотрите, весь материал, весь контент собран в общей ленте. Если мы прокручиваем, вот начинается все вместе, и тут идет набор достаточно такой произвольный, я бы сказал. Вот Родион Романович Раскольников, потом идет «Фальшивый заклад» Раскольников, потом «Преступление и наказание», название, потом «Музей Достоевского», потом Баклевский как иллюстратор, роман «Идиот», интерпретация, киноверсия, сайт Международного общества Достоевского, Алексеевский, Ревелин и так далее. То есть из всех миров все подряд, для того, чтобы ну вот кто что заинтересуется, глядя в картинку, ткнет туда и провалится в какой-то из миров. Ну вот, например, что здесь можно? Вот, разрабатывается сейчас проект «Достоевский в Италии». Мы нажимаем и можем тут увидеть какую-то информацию об этом проекте общую. Да, есть здесь ссылка, чтобы выйти на этот проект электронный. Вот. А также еще в конце тут вот есть как бы сходные материалы для тех, кто хочет прочитать что-то еще. Да? Здесь идет у нас про Милан информация и про первую поездку за границу в 1962 году. Ну, то есть, как бы что-то связанное с Италией. И посетитель может, допустим, зайти сюда в Милан, и он уже попадает в мир писателя. Здесь он видит репродукцию Миланского собора, замечательную графику из нашего музея, и рассказ о городе, о том, как здесь Достоевский был, с цитатами, с откликами и так далее. Вот идет текст такой достаточно продолжительный. Вот. Можно видеть, тут значочек есть такой «Поделиться», если вы хотите поделиться с кем-то из своих друзей. Каждый мир, вот вы видите, тут тоже имеет свою какую-то своеобразную заставочку. Вот. Но можно и идти по пути, вот, начиная с главной страницы. Нажимаем сюда на «Мир Достоевского» и выходим на главную страницу. Здесь вот начнем «Мир писателя». Открываем. Опять же, открывается вначале
все вместе. Вот. А можно выйти по разделам, допустим, «Жизнь». Здесь в хронологическом порядке представлены, так сказать, краткие страницы жизни Достоевского. Они датированы, видите, там 43-45 «Петербургская молодость», 45-46 «Литературный дебют» и так далее. Петрашевцы, знакомство с Пешневым, арест, следствие, приговор. Опять же, здесь вы видите приведены материалы. Вот если следствие, здесь можно познакомиться с материалом непосредственно из архива Государственного военно-исторического документа, увидеть, как это выглядит. Ну и прочитать фрагменты из следственного дела, а также воспоминания о том, как Достоевский пережил этот момент. Есть раздел «Люди», это, соответственно, окружение. Родителей мы видим, брат, Марья Дмитриевна, Страхов, Анна Григорьевна, Иван Сергеевич Тургенев и так далее. Здесь, таких, в общем, разделов достаточно много. Личность, рассказывающая о каких-то особенных чертах личности Достоевского. Вот как он работал, творческий процесс в повседневной жизни, каков его был облик по воспоминаниям современников. Вот что касается болезни, его каких-то пристрастий, характера и прочее. Должен вам сказать, что вот этот раздел «Мир писателя», в частности, «Жизнь и личность», они составлены на основе моей книги «Достоевский без глянца». Это была вынужденная история, потому что за те 2 месяца нужно было как минимум около 250 материалов подготовить для того, чтобы можно было сформировать эту структуру, эту сетку. Вернемся в мир Достоевского. Здесь у нас есть мир произведений. Как видим, раздел сочинений, персонажи, места действия, предметы и реалии. Это как бы такой реальный комментарий категории понятия. Это комментарий такой историко-литературный. Есть раздел «Мир читателей», о котором я говорил. Вот у нас здесь исследователи, иллюстраторы, сайты, экранизации. Мы сочли таким важным моментом показать присутствие Достоевского в интернете. Здесь такой-то достаточно полезный агрегатор. Здесь и неизвестный Достоевский, издание замечательное Петрозаводского университета, сайт Международного общества Достоевского. И еще масса разных интерактивных каких-то закладок. Как это действует? Вернемся, допустим, на сайт «Неизвестный Достоевский», мы его нажимаем, появляется его заглавная страница, здесь дальше ссылка и очень небольшая аннотация. Далее можно нажать на эту ссылку и таким образом выйти уже непосредственно на сам сайт и им пользоваться, им работать. Что еще? Сейчас. Мир читателей. Исследователи. Их у нас пока здесь немного. Мы показали в первую очередь, опять же, я говорю, это все будет дополняться и пополняться. Вера Степановна Нечаева, Галина Фридмановна Коган, это создатели Первого музея Достоевского, Светлана Михайловна Гайер, великий переводчик Достоевского на немецкий язык, и другие. Здесь, кстати, есть отдельная статья, посвященная международным старорусским чтениям, то есть как бы такой коллективный портрет исследователей. Небольшая справка о том, когда создавался, какие годы существовал и так далее. Этот коллектив исследователей. Есть, вы видите, Валентина Васильевна у нас уже представлена. То есть у нас не только я хочу здесь представлять персонажей, которые ушли в историю, но и действующих. И я надеюсь, что и дальше мы будем пополнять этот сайт портретами исследователей Достоевского. И последний раздел, он так скромненько, «Мир музеев» в уголочке. У нас здесь представлены эти все музеи. Наш музей «Квартира» начинается, естественно, дальше Петербургский, музей в Старой Руси, музей в Доровом, Омский, Новокузнецкий музей,
И вот музей в Семее, в Семипалатинске, да, сейчас в данном случае это уже Казахстан. Ну, скажем, вот называемый литературно-мемориальный музей. Здесь идет его внешний вид, потом идет такая справка, адрес, естественно. Вот здесь можно нажать на эту кнопочку и выйдет карта Google, где он показан, и можно добраться будет до него. Вот дана информация, в связи с чем был музей открыт, режим его работы, есть ссылка на его сайт. Пожалуйста, переходите, пользуйтесь сайтом. И ну, небольшая, опять же, аннотация об этом музее. Такой путеводитель, краткий. Ну и есть еще в мире музеев отдельная страничка, которая называется «Посмотреть экспонаты». Это представлены отдельные экспонаты нашего музея. Вот можно посмотреть на письменный столб Достоевского, например, открывается он вот так. Здесь есть маленькая аннотация к нему. Предполагается, что, возможно, и будут какие-то дополнения, комментарии по истории предметов, по истории их возникновения. Ну и вот, опять же, да, вы посмотрели один, еще экспонаты. Вот предлагается 3 экспоната. Можно дальше посмотреть, например, на трехцветный бант, который был вручен участникам пушкинских торжеств, ну и так далее. Ну, у меня претензии к этому порталу только в том, что, видите, картинки, очень большие буквы, и картинки как-то не умещаются в весь размер. Однако на вот формате смартфона это смотрится достаточно хорошо. У нас, ну, по статистике вполне хорошая посещаемость, то есть портал востребован, и я надеюсь, что и вот вам, кто сегодня услышал эту презентацию, он тоже будет интересен и полезен. Вот. Ну и завершая, скажу, что вот коллеги из студии Лебедева, несмотря на мои, так сказать, сетования, они за этот портал даже получили какую-то первую премию среди разработчиков сайтов. Какой-то там золотой сайт он называется, не знаю как, ну, в общем, даже получил какое-то признание в профессиональном сообществе. Вот, собственно, на этом я хотел бы завершить рассказ, только теперь я не знаю, как выйти на... Спасибо большое, Павел Ильич, вот так. за яркий доклад, представление уникального сайта. Думаю, что всех он заинтересует, всех не будет обращаться, чрезвычайно богатый, всех не полезно, своей структуре, подтверждает. Спасибо еще раз большое. Спасибо еще раз. И спешу передать эстафету другому коллеге в музейном деле, тоже директору музея, только Лермонтовского. Это Сергей Сергеевич Шалунов, который проведет параллель между Лермонтовым и Достоевским. А на каком материале он расскажет сам. Пожалуйста, подключайтесь. Здравствуйте, дорогие коллеги. Рад вас приветствовать. Большое спасибо организаторам за то, что они нашли возможность немножко передвинуть мой доклад ближе к утру. По ряду причин это было важно. Вот. Ну, я постараюсь быть относительно краток. Мой доклад, тем более, имеет такую конкретную историко-литературную тематику. Вот, я поэтому постараюсь высказаться быстрее. Итак, в формулировке темы звучит слово «фабулология». Фабулология или историческое, или сравнительное историческое изучение фабулистики русской прозы – это тема, которую долгие годы разрабатывал в Уфе как раз мой учитель Роман Гафанович Назиров.
Совсем недавно другой его ученик Борис Орехов опубликовал, наконец, полный текст диссертации традиции Пушкина и Гоголя в русской прозе «Сравнительная история фабул». Любой желающий может зайти на сайт журнала «Назировский архив», и последний номер, 2020 год, номер 4, почти на 2/3 занят именно текстом докторской диссертации Романа Гафановича на эту тему. Так что в каком-то смысле я продолжаю отчасти прозвучавшую тему региональных научных центров. Итак, что имеется в виду под фабулой в данном случае? Фабула в назировском понимании – это результат своеобразной интеллектуальной редукции конкретно представленного сюжета произведения к некой инвариантной схеме. То есть фабула – это в определенном смысле умозрительный объект. Как это работает, как раз сейчас я попытаюсь показать на конкретном примере. В данном случае я буду сравнивать новеллу или повесть «Белла» из романа «Герой нашего времени» и рассказ Федора Михайловича Достоевского «Кроткая». Сама по себе сюжетика Лермонтовской новеллы имеет, естественно, свою предысторию, свои источники. Сейчас речь не о них. Это давно прокомментированная коллизия, как Лермонтов использует традиционную романтическую еще фабулу любви между цивилизованным европейцем и представительницей некого экзотического пространства. Для Европы там были, естественно, другие пространства. В русской литературе первой половины XIX века в роли носителя экзотики выступал Кавказ. Итак, как устроены два текста с точки зрения сюжетно-фабульной? В них есть целый ряд показательных сходств. Во-первых, сюжетно-активной действующей стороной в них является только центральный герой. У Достоевского это закладчик в «Кроткой», у Лермонтова это Печорин. Сам сюжет строится по примерно одинаковой схеме. Начинается он с похищения невесты. Опять же, в случае героя нашего времени это вполне буквальный мотив. В случае Достоевского там речь идет о предоставлении вот этой девушки со стороны закладчиков заведомо неравного выбора. Причем подчеркивается, что несмотря на все ее сомнения, она сомневается изначально, она выбирает все-таки закладчика. Она в своем выборе там явно не вольна. Дальше. Вслед за похищением следует психологическая, как бы это назвать, переделка женщины. Печорин добивается благосклонности Беллы и для этого вынужден затрагивать даже самые основы ее сознания, апеллируя ни много ни мало, но к Богу. Если Бог позволяет мне любить тебя, прекрасная Белла, как же он не позволяет тебе отвечать мне взаимностью? Перед этим его силлогизмом бедная голландская княжна оказывается бессильна, беззащитна. У закладчика Достоевского иная программа. Она литературно ориентирована также. Это тоже романтический сюжет преклонения благодарной спасенной девушки перед своим спасителем. И закладчик его активно продвигает. Результаты немного разнятся. Кроткая в итоге полностью не подчиняется,
но процесс в обоих случаях структурно схож. Наконец, и тот, и другой сюжет кончается крахом эстетической инициативы героя. То есть герой определенным образом выстраивает сюжет своей любви, но героиня его ломает. В случае Кроткой это самоубийство, в случае Беллы это ее гибель. Причем там тоже есть некоторая недоговоренность. Вспомните, Максим Максимович вспоминает о том, что мы с Печориным строго-настрого запретили ей выходить. Ну, они боялись мести Казбича, как вы помните. Вот. Тем не менее, Белла этот запрет нарушила и попалась. Вот и погибла. То есть это тоже можно трактовать как некое самостоятельное движение к смерти. Наконец, и тот сюжет кончаются крахом, собственным моральным крахом героя. Ну, в случае закладчика это его финальный монолог, знаменующий одновременно и прозрение, и конец его духовной биографии, возможно, и биографии вообще. В случае Печорина этот крах дан в подтексте, а тем не менее он тоже вполне очевиден. Вспомним, что в композиции романа Белла, хотя и первый эпизод повествования, в личной биографии Печорина это последний эпизод, ну или предпоследний. Вслед за этим сразу идет встреча с Максимом Максимовичем, а дальше уже предполагаемая смерть. То есть это финал. История с Беллой, после которой он уже не пытается участвовать в жизни активно. Это финал биографии. Наконец, сходные мотивы есть и в развитии их любви. В определенный момент и Печорин, и закладчик у Достоевского совершают своего рода моральное предательство, оставляют свою возлюбленную. Вот. Ну, в случае с Печориным это выражается в том, что ему, по мнению Максима Максимовича, напомню, он там рассказчик, наскучивает Белла. Закладчик же реагирует на непокорность своей жертвы тем, что прекращает с ней всякое общение. Напомню, там, когда этот период в их жизни заканчивается, она говорит: я думала, вы меня так оставите. Таким образом, оба рассказа строятся как попытка неудачного психологического или эстетического подчинения героини активно воздействующему герою. При этом сам герой обладает, опять же, неким сходством, психологического строя. Оба они находятся в ситуации, когда основная часть их жизни уже, активная, по крайней мере, часть их жизни уже прожита. У Печорина уже позади и история княжны Мэри, и дуэль с Грушницким, и даже, скорее всего, фаталист. У закладчика своя бурная биография, в которой, кстати, между прочим, тоже есть дуэль, хотя и не состоявшаяся. Как бы то ни было, это их последняя попытка активно с жизнью взаимодействовать. Попытка проваливается по причине того, что они оба пытаются жизнь подчинить своей эстетической, прежде всего, эстетической воле. В диссертации Назирова есть среди 10 выделяемых им фабул, в том числе и фабула, которую он называет фабула о колдуне-предателе. Первые ее вариации в русской литературе он усматривает в Полтаве Пушкина, там фигура Мазепы, и в «Страшной мести» Гоголя. Центральным эпизодом этой фабулы, ее ядром, по мнению Назирова, является
мотив подчинения женщины с помощью колдовской силы. Вот сам Ромен Гафаныч отсюда проводит, в диссертации как раз, проводит параллель к Ставрогину. Причем замечает, что в реалистическом повествовании Достоевского колдовская сила колдуна заменена демоническим, в кавычках, обаянием главного героя, которому подчиняются женщины. При этом он же там же проходит мимо того, что это качество, вообще-то говоря, у Достоевского Ставрогина явным образом заимствовано из лермонтовского Печорина. Вот это самое демоническое обаяние, которому невозможно противостоять, причем невозможно противостоять ни светским, европейским образованным женщинам типа Веры и княжны Мэри, ни даже естественному сознанию княжны из горского племени. Просмотрев эту связь, соответственно, Роман Гафаныч не включил Беллу в длинный, у него очень длинный ряд вариаций вот этой вот фабулы о колдуне-предателе. Между тем, вполне очевидно, что фабулистика этой новеллы, романа, должна быть туда встроена. Вот. И в свою очередь, видимо, вариацией этой же фабулы является и кроткая. Вот. Но вариацией весьма своеобразной. Ну, напомню опять же, что мистический ореол ростовщичества — это тоже давняя литературная традиция, опять же, у нас представленная в том числе и у Гоголя. Вот. Но у Достоевского никакого мистического ореола уже нет. Наоборот, попытка придать себе этот контекст со стороны закладчика вызывает эффект скорее комический. Таким образом, кроткое — это снижение или, выражаясь терминами близкими к назировским, постепенная пародизация фабулы. Однако, да, пародизация и фабулы, и ее центрального героя. В этом смысле связь между Печориным и закладчиком — это вполне типичная линия для развития русской литературы от первой половины ко второй. Постепенное снижение романтического героя вплоть до его превращения в пародию. Но что при этом оказывается? В «Кроткой» Достоевский делает очень интересную и, может быть, уникальную вещь. Во всяком случае, я пока не готов назвать пример, где какой-либо другой писатель совершает подобное. Полностью сохраняя вот этот вот общий вектор на снижение героя, на его, ну, прямо говоря, опошление, он, тем не менее, показывает, что даже внутри этой сниженной вариации психологического типа и фабулы, возможно высокое трагическое содержание. В этом смысле творческая задача или художественная цель, как лучше выразиться, не знаю, Кроткой полемично по отношению к Лермонтову. Потому что образ Печорина выстроен так, что он отрицает самую возможность своего стилистического снижения. Если Печорин, если такой образ включает в себя элемент пародии, он превращается в собственного двойника-антагониста. Получается Грушницкий, условно говоря. Достоевский вот с этим как раз тут и
полемизирует. У него сниженный герой, тем не менее, вбирает в себя всю полноту трагического содержания, заложенную в истории развития фабулы. Ну, в каком-то смысле это можно рассматривать как иллюстрацию к знаменитой формулировке творческого кредо Достоевского: при полном реализме найти человека в человеке. Ну, спасибо за внимание. Я постарался вернуть регламент к исходному. Спасибо, Сергей. Действительно, актуальный Достоевский – это Достоевский художник, способный активизировать фабулу, доставшуюся ему от предшественников, и тем самым запустить тот фабульный механизм, благодаря которому литература развивается и движется дальше. Спасибо еще раз. А теперь с большой признательностью я хочу предоставить слово для выступлений, для сообщений представителям Петрозаводской научной школы, учениц Владимира Николаевича Захарова. И первый доклад сделает Ирина Святославовна Андрианова. Большой энтузиаст, фантастически работоспособный человек. Благодаря ее усилиям, всей ее команды, и, конечно, вместе с Владимиром Николаевичем Захаровым, они издают, на мой взгляд, самые достойные журналы, связанные с изучением Достоевского, не только в России, но и в мире. Пожалуйста, Ирина Святославовна. Добрый день, дорогие друзья. Слышно меня, да? Или не слышно? Да, все хорошо. Слышно, да? Петрозаводск рад приветствовать участников и слушателей конференции «Актуальный Достоевский». Видно ли мою презентацию? Тоже все хорошо. Все хорошо, да, спасибо. Так. Научных и научно-популярных журналов в России в настоящее время немало. Их более 3000. И количество их увеличивается значительно с каждым годом. Например, в одном только провинциальном Петрозаводском университете 12 научных журналов. Это объясняется современным требованием оценки эффективности научной работы количеством публикаций. На сегодняшний день исследователи, изучающие биографию и творчество Достоевского, имеют широкие возможности для публикации своих работ. Так, в Институте русской литературы в Пушкинском доме с 1972 года выходит ежегодно старейшее издание из всех тематических Достоевских материалы и исследования. Санкт-Петербургский музей Достоевского выпускает ежегодный альманах «Достоевский и мировая культура». Старорусский музей Достоевского – ежегодный сборник статей «Достоевский и современность». Институт мировой литературы – ежеквартальный журнал «Достоевский и мировая культура», филологический журнал. Есть свое издание у Мирового общества Достоевского «Достоевский Стадис». Журнал был основан в 1980 году, вернее, периодическое издание, сборник. Сейчас он претерпел реорганизацию, и с большим энтузиазмом над ним работают ученые, входящие в Мировое общество Достоевского под руководством Кэрола Полонио и Североамериканское общество Достоевского. Кроме того, существует ежегодный журнал, выпускаемый известным мировым издательством Брил, The Dostoevsky Journal, A Comparative Literature Review, и, наконец, журнал «Неизвестный Достоевский». Каждый журнал должен иметь свою миссию и концепцию. Без этого не может быть по-настоящему успешного издания. Миссия декларирует предназначение, основную цель издания, стремление к достижению которой наполняет деятельность редакции особым смыслом. А концепция – это генеральный замысел,
руководящая идея, в соответствии с которой создается и выпускается определенное средство массовой информации. И самое важное в концепции – это определить назначение издания, его цель, задачи, его читательскую аудиторию. Научный журнал «Неизвестный Достоевский» был задуман в 2013 году во время обсуждения членов правления Мирового общества Достоевского Деборы Мартинсон из Колумбийского университета, Уильяма Тодда III из Гарвардского университета и Владимира Николаевича Захарова, профессора ПетрГУ. Конечно, идейным вдохновителем, а затем и главным редактором стал Владимир Николаевич Захаров. Он убежден в том, что сегодня нет недостатка в традиционных и оригинальных интерпретациях произведений великого писателя, в концепциях творчества, но очевиден кризис современных исследований. В критике преобладают компилятивные стратегии, недостаточно изучена текстология, архивные источники, рецепция творчества Достоевского в журналистике и критике. Миссией научного журнала «Неизвестный Достоевский» стала необходимость расширения источниковедческой базы исследований, биографии, творчества писателя, привлечение и поддержка таких исследований. В задачи издания вошли публикация новых биографических и текстологических исследований, неизвестных рукописей и документов, критических статей из газет и журналов XIX-XX веков, связанных с Достоевским и его окружением, а также обеспечение доступа читателей и исследователей из разных стран к неопубликованным архивным материалам и малоизвестным источникам творчества писателя. В течение 8 лет ежеквартально журнал публикует уникальные материалы, документы, фотографии из российских и зарубежных архивов, связанные с Достоевским и его окружением, рукописи Достоевского и его современников, их хронологические атрибуции, эпистолярное наследие Достоевского и его современников, атрибуцию писем анонимных корреспондентов Достоевского, генеалогические исследования, новые факты и гипотезы, связанные с биографией Достоевского, забытые и неизвестные воспоминания, дешифрованные стенограммы жены Достоевского. Понятно, что круг авторов журнала, имеющего такую узкую локальную тематику, не широк. Основными авторами стали исследователи из Петрозаводского университета, так называемая Петрозаводская текстологическая школа. 15-30 лет назад молодые исследователи из Петрозаводского университета под руководством профессора Захарова предприняли активные поиски в архивах России материалов Достоевского и их цифровую съемку. Теперь в ПетрГУ есть уникальный цифровой архив Достоевского, который можно изучать, разбирать, систематизировать, датировать, анализировать, публиковать. Чтение рукописей – очень сложное занятие. Кроме обладания знанием старой орфографии, нужно привыкнуть к своеобразному почерку Федора Михайловича Достоевского, своеобразным буквенным начертаниям. А писатель владел разными почерками, от каллиграфии до неразборчивой скорописи, расположению текста на листах, корректурным пометам. Вот здесь представлен автограф из «Братьев Карамазовых» Достоевского, для примера. Мы работали не только с рукописями Достоевского, но и его родственников, друзей, корреспондентов. Только я, например, изучала более 100 различных почерков архива Достоевских и могу назвать среди них 2 самых неразборчивых. Это почерк младшего брата Федора Михайловича Андрея Михайловича Достоевского. Здесь представлены 2 страницы из его воспоминаний и очень сложный почерк близкого друга Федора Михайловича Достоевского Аполлона Николаевича Майкова. Только в последнее время мне удалось выяснить, что их сложный почерк объяснялся проблемами со зрением. В исследованиях, посвященных установлению авторства анонимных писем из архива Достоевского и дешифровки и атрибуции стенографических записей жены писателя, расскажут мои коллеги в докладах, следующих за моим.
Я и мои коллеги из Петрозаводского университета стали многофункциональными филологами. Мы работаем в архивах, изучаем рукописи, пишем научные статьи, верстаем, издаем книги и журналы, занимаемся художественным дизайном наших изданий, умеем создавать сайты. При этом нас часто спрашивают представители технических специальностей, как нам не надоело, как нам не скучно заниматься одним Достоевским. Своей увлеченной деятельностью мы показываем, что быть филологом и заниматься Достоевским не скучно, что его жизнь тесным образом связана с нашей современной жизнью. Сама жизнь Достоевского, его окружение, последующих поколений, связанных с ним, представляет собой особый набор невероятно интересных для исследователей сюжетов. Для нас очень значимы отклики читателей на материалы журнала «Неизвестный Достоевский». Так, один из читателей, оказавшийся потомком корреспондентки Достоевского, поделился документами своей семьи. Вот эти документы представлены на сайте, и была опубликована моя статья. Другой, составляя книгу о музыкантах Лядовых, раскрыл биографию и предоставил фото еще одной корреспондентки Достоевской по фамилии Корсакевич. Нам пишут зарубежные поклонники творчества Достоевского, шлют свои рисунки по мотивам его произведений, делятся своими наблюдениями. Для редакции журнала большим достижением стало включение издания в международные базы данных Web of Science и Scopus. Для них принятие журнала, посвященного узкой тематике и с преобладанием постоянных авторов, это исключительный случай, подтверждающий ценность материалов журнала для международной читательской аудитории. 8 лет назад, в год создания журнала под названием «Неизвестный Достоевский», мне само это название казалось каким-то оксюморонным. Ну что нового можно найти о Достоевском сегодня? До сих пор мы стараемся справляться с этой задачей. И теперь мне это название «Неизвестный Достоевский» кажется открытыми дверьми для новых исследователей, которые могут не бояться сказать свое новое слово о Достоевском. Ведь Достоевский еще не исследован. Спасибо за внимание. Спасибо большое, правда, просто замечательно. Вопросы в чате будут, я думаю, что мы найдем на них возможность ответить, и, может быть, в конце вы еще подключитесь, и завтра, то есть обратную связь мы постараемся тоже организовать, потому что вот студенты наши тут с горящими глазами слушают все доклады, и думают не только наши студенты, но и Иркутского университета, и Петрозаводского университета, а потом в записи нашу конференцию посмотрят и в Штатах. Так что вот слух о нас пройдет по всему миру. Но это благодаря участникам конференции, конечно, прежде всего. И хочу передать эстафету коллеге Ирине Святославовне Алексеевой Любовь Викторовне. Она тоже работает в лаборатории Института филологии Петрозаводского университета и тоже успешно сопрягает свои деятельности, филологические компетенции, ну, можно сказать, используя информационных технологий. То есть вот молодые петрозаводские исследователи олицетворяют собой современный тип филолога, поэтому у них и такие большие достижения. Пожалуйста, Любовь Викторовна, рассказывайте об атрибуции, датировке анонимных писем из архива Достоевского. Здравствуйте, уважаемые слушатели и участники конференции. Я подготовила небольшую презентацию, поэтому по ходу выступления буду показывать некоторые материалы. Видно мою презентацию? Пока нет. На экран вы видите демонстрацию? Сейчас кажется, выйдет. Видно. Да? Несмотря на большую
степень изученности эпистолярного наследия Достоевского, проблема авторской и хронологической атрибуции писем остается актуальной. Сложность атрибутирования писем корреспондентов Достоевского заключается в том, что при огромном количестве лиц, с которыми он переписывался, переписка с некоторыми его корреспондентами представлена всего одним или двумя письмами, содержащими недостаточную информацию, чтобы установить авторство или датировать письмо. Письма анонимных лиц к Достоевскому и его письма к неизвестным лицам пока еще составляют значительную часть, хотя сравнительно небольшую часть переписки. По нашим подсчетам остается около нескольких десятков писем с неустановленными на данный момент именами адресатов и адресантов Достоевского, основная часть которых сосредоточена в фонде Института русской литературы в рукописном отделе в фонде архива жены писателя Анны Григорьевны Достоевской, фонд номер 100. Проблема атрибуции – одна из основных в изучении не только эпистолярного, но и творческого наследия писателя. Для определения авторства неизвестных или анонимных корреспондентов Достоевского и даты письма в случае ее отсутствия существует большое количество методик. Бесспорных методик нет, поэтому, как правило, используется их комплекс. Идейно-тематические, документальные, фактологические исследования, текстологический и подчерковеческий анализ, формально-грамматический и статистический анализ текстов. Поиски новых и апробация старых методов атрибуции актуальны и по сей день. С 1970-х годов развития получили методы, основанные на компьютерных способах обработки атрибутируемого текста. Синтаксический, грамматический, лексический анализ. С 1995 года в Петрозаводском государственном университете издается полное собрание сочинений Достоевского в авторской орфографии и пунктуации под редакцией Владимира Николаевича Захарова. В 4 и 5 томах опубликованы атрибутированные Достоевскому на основе формально-грамматического и статистического анализа текстов статьи журналов «Время и эпоха». Методики формально-грамматического и статистического анализа текстов успешно применяются в Петрозаводском государственном университете при атрибуции анонимных статей журналов Достоевских «Время, эпоха», еженедельника «Гражданин». Однако эти методики не являются вполне подходящими для анализа большей части эпистолярного наследия писателя и его корреспондентов по причине недостаточного объема текстов одного письма и небольшого количества писем одного и того же корреспондента для сопоставления между собой, что необходимо для анализа и применения методики. Поэтому в отношении писем более успешно используется комплекс традиционных методик. Первые анонимные письма к Достоевскому появляются уже в 40-е годы XIX века, когда начинается литературная деятельность писателя. Например, письмо Достоевского, которое вы видите на экране, от 3 июня 1848 года из Парголова, адресованное неизвестному лицу, очевидно, первому читателю Достоевского. Письмо является свидетельством пришедшей к писателю литературной известности уже в те годы. Но до сих пор недостаточно сведений, чтобы атрибутировать это довольно важное письмо, поскольку вместе с ним писатель отправил корреспонденту листок с автографом одного нигде не напечатанного на тот момент произведения. Основная часть переписки с анонимными неизвестными авторами приходится на 1870-е годы, когда Достоевский является редактором газеты журнала «Гражданин», издает дневник писателя, работает над романами «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы». Круг корреспондентов Достоевского расширяется многочисленными читателями, подписчиками, среди которых представители разных сословий и профессий, гимназисты, студенты, курсистки, учителя, жители провинции. В основном молодое поколение, живо откликавшееся на творчество писателя. Не желая гласности, некоторые из корреспондентов не подписывали писем или скрывали имена за криптонимами, не предполагающими возможности отождествить подпись с тем или иным лицом. Например,
Вот некоторые криптонимы, подписи, которые вы видите на экране. Мать, сельская учительница, человек, желающий им быть, одна из ваших подписчиц, один из Потугиных, христианин, один из многочисленных ваших читателей и почитателей, из монашествующих и другие. Или, например, инициалы, настоящие или вымышленные. По прошествии времени некоторые имена анонимных неизвестных корреспондентов Достоевского раскрываются исследователями. Направления поиска могут подсказать метко схваченные детали письма. В поиске могут помочь различные источники, например, словари псевдонимов, наиболее известный словарь Масанова. Источником информации могут служить метрические книги церквей, адрес-календари, дающие сведения о правительственных, военных, общественных учреждениях, адресные книги, указатели городов, генеалогические ресурсы и различные другие источники, документальные, эпистолярные, мемуарные. В некоторых случаях по слогу или по содержанию письма становится возможным первоначально определить принадлежность корреспондента Достоевского к определенному кругу лиц, в котором необходимо вести дальнейшие разыскания. К примеру, корреспондент-адресат под подписью А.М., письмо, которое вы видите на экране, обращается к Достоевскому с просьбой о работе, указывая свой социальный статус – студент, а также подписывает свой адрес – Семеновский полк, Подольская улица, дом 4, номер 1, что дает надежду на атрибуцию автора письма. Или в письме, например, о телесных наказаниях за подписью Х говорится о многолетней практике корреспондентов гимназии, за время которой ни один ученик не был наказан телесно. Из письма следует, что анонимное лицо является, скорее всего, учителем гимназии и вполне может быть атрибутировано в дальнейшем. Дальнейшие разыскания, когда определен круг лиц, которым принадлежит корреспондент Достоевского, могут увенчаться успехом. Некоторых успехов в атрибуции достигли исследователи Петрозаводского государственного университета, многие работы которых представлены в электронном научном журнале «Неизвестный Достоевский», выпускаемом с 2014 года также в Петрозаводском университете. Так, например, была установлена личность корреспондентки Достоевского, подписавшейся криптонимом, который вы видите вот на экране. В письме 23 января 1876 года она обращалась с просьбой к писателю выразить свое мнение по поводу ее брошюры с духовными стихами, написанными по прошествии 35-летнего пребывания в обители и опубликованными под криптонимом И.П.А. На основе текстологического, почерковедческого, фактологического анализа автографы письма с привлечением документальных, биографических, историко-литературных материалов удалось атрибутировать письмо игуменье Парфении Адабаш, настоятельницы Свято-Вознесенского Флоровского монастыря в Киеве в 1865-1881 годах. Особую роль в атрибуции письма сыграли его содержание и подпись «Киев, января 23-го, Флоровский монастырь». Также на основе текстологического анализа автографа письма, документальных, биографических, историко-литературных материалов, геологических сайтов установлено авторство письма от 7 марта 1877 года, которое вы видите тоже на экране. Письмо начинающей писательницы, отправившей Достоевскому рукописи своих сочинений на отзыв. За криптонимом МЗ в тексте письма МФЗ скрывается имя Марии Флориановны Харкиевич в девичестве Завадской, проживавшей в селе Шаталовка Воронежской губернии в имении мужа Якова Алексеевича Харкиевича. Также был раскрыт криптоним М.Я., которым подписывался Михаил Александрович Языков, поддерживавший с Достоевским дружеские связи до конца жизни. Благодаря атрибуции письма от 14 октября 1876 года, вот фрагмент письма вы видите слева на экране,
Количество известных писем Языкова к Достоевскому увеличилось до 8. Здесь вот можно сравнить почерком Языкова в разных письмах, и анализ некоторых букв показывает, что это почерк одного и того же лица. В некоторых случаях внимательное изучение корреспонденции Достоевского помогает атрибутировать статьи, публиковавшиеся анонимными авторами в журналах, редактируемых Достоевским. Так произошло с автором еженедельника «Гражданин», опубликовавшим в одном из выпусков 1873 года картинки из офицерской жизни за подписью «Х». Нами было обнаружено письмо Достоевского к издателю журнала Мещерскому по поводу этого произведения с рекомендацией его к публикации и указанием принадлежности сочинения некому офицеру. Также в корреспонденции Достоевского периода издания «Гражданина» было обнаружено письмо, которое вы видите тоже на экране, письмо автора этих картинок, подписавшегося Н. Шахов. Автор, приславший в редакцию продолжение картинок, также дает некоторые пояснения к присланному материалу и желает опубликоваться снова за той же подписью. Сопоставление содержания этих эпистолярных источников, привлечение адрес-календарей известного периода, списков выпускников военных учреждений того времени удалось выяснить, что автором письма 27 октября 1873 года, год написания также был установлен по содержанию, и публикацию в журнале оказался Николай Александрович Шахов, окончивший Александровское военное училище, офицер 1-го лейб-гвардии Екатеринославского полка Его Величества. На тот момент малоизвестный корреспондент писателя. Но дальнейшее разыскание архивных и других источников эпистолярного и документального характера, главных из которых стало дело о дворянстве рода Шаховых из Российского государственного исторического архива, существенно расширили представление о нем не только как об одном из корреспондентов Достоевского, авторе еженедельника, но и как и незаурядной личности, приобретшей широкую известность благодаря своей активной общественной благотворительной деятельности в сфере культуры, искусства, образования. Отсутствие точной или хотя бы приблизительной даты письма усложняет не только атрибуцию текста, но и составление общей хронологической композиции переписки, необходимое, например, для публикации писем. Установление даты письма позволяет реконструировать последовательность писем Достоевского и его корреспондентов, включить недатированные письма в общий биографический и творческий контекст. В решении проблемы хронологической атрибуции зачастую эффективным оказывается почерковический анализ рукописного источника. К примеру, в результате такого анализа письма Алексея Николаевича Плещеева к Достоевскому было установлено, что дата письма, подписанная рукой автора, была неверно прочтена женой писателя Анной Григорьевной Достоевской как 11 сентября 1864 года вместо 4 сентября и вписана ею на внутренней обложке к письму. Однако анализ почерка Плещеева в тех фрагментах рукописи, где прочтение не вызывает сомнений, показал, что в дате поставлена цифра 4, а не 11. Для сравнения, вот несколько написаний цифр на различных листах этого письма. Однако ранее письмо публиковалось именно с неправильной датой. Датировать письмо или хотя бы установить приблизительную дату написания удается при помощи фактологического анализа, биографического метода, тщательного изучения содержания писем, сохранившихся конвертах с почтовыми штемпелями, указаний на факты, даты, события в письмах. А пробелы, остающиеся в изучении эпистолярного наследия Достоевского и его корреспондентов, неопубликованные, не найденные письма, неустановленные анонимные и неизвестные корреспонденты писателя, недатированные, частично или
ошибочно датированные письма, а также постоянно открывающиеся новые письма и факты свидетельствуют об актуальности и перспективности исследований в этой области. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Любовь Викторовна. Понятно, что вот благодаря подобного рода разысканиям, очень серьезным, специфическим для современной филологии, которая уже не так обращается к текстологии, к другим возможностям, как раньше. И хорошо, что педагогическая школа вот с такой работой справляется. Еще раз хочу сказать, что благодаря подобным разысканиям проясняются многие темные места в биографии писателя, и это позволяет и соответствующий полный реальный комментарий к его произведению дать. Так что большое спасибо. Ну и еще одна коллега из Петрозаводска, тоже вот в этом русле работающая, это Оксана Александровна Сосновская. Она сейчас расскажет об удивительных вообще вещах, о том, как расшифровываются стенографические записи в архиве Достоевского. Пожалуйста, Оксана Александровна. Здравствуйте, я рада всех приветствовать. Надеюсь, что меня хорошо слышно и видно. И да, я хотела рассказать о исследовании стенографических записей в архиве Федора Михайловича Достоевского. Занимаюсь я этим не одна, вместе с моей замечательной коллегой Ириной Святославной Андриановой, которая уже участвовала в настоящей конференции и прочитала замечательный доклад. Сегодня я расскажу о результатах, которых мы добились в процессе изучения стенограмм Достоевской, а также о трудностях, возникших на этом пути. Получается, мне нужно презентацию мою видно или нет? Нет, не видно. Вам нужно на демонстрацию экрана нажать. Так, что-то у меня не очень получается. Внизу панель, участник, да, я вижу. Демонстрации, вот вам, вот. Все, теперь видно, да? Сейчас. Да. Видно, да, все, коллеги? Просто я не услышала. Все хорошо, да. Все видно. В архивных фондах хранятся стенографические записи жены писателя Анны Григорьевны Достоевской, в творческом сотрудничестве с которой Федор Михайлович с 4 октября 1866 года, начиная с романа «Игрок», создавал свои произведения вплоть до конца жизни. В процессе работы над первым романом, созданным с использованием стенографического письма, писатель и его сотрудница разработали модель творчества, которой не изменяли и в дальнейшем при написании Достоевским других произведений. Вот для наглядности я советую всем посмотреть замечательный фильм «26 дней из жизни Достоевского», где эта модель наглядно воспроизведена. То есть по ночам Достоевский сочинял, готовил черновые наброски очередных страниц романа, днем диктовала Анне Григорьевне свои ночные наброски, а она никогда его не прерывала. Если не успевала записать какую-либо мысль, то оставляла пробелы, которые после расшифровки и переписки текста восполнялись уже самим автором. То есть по вечерам она расшифровывала стенограммы, а утром следующего дня Достоевский окончательно правил приготовленные ею листы. И вот на слайде можно увидеть рабочую комнату Достоевских в их доме в Старой Русси и стол Анны Григорьевны, за которым она вот непосредственно стенографировала. Также следует отметить, что рукой жены писателя стенографировались не только тексты произведений, но и другие материалы, также сохранившиеся в архиве Достоевских. В первую очередь это заграничный дневник супруги Достоевского 1867 года, а также продиктованные ей письма мужа к разным лицам. Черновики деловых и личных писем самой Анны Григорьевны, написанные уже после смерти писателя, но имеющие непосредственное отношение к ее деятельности по сохранению памяти о муже. Как известно, в своем завещании Анна Григорьевна Достоевская просила
уничтожить нерасшифрованные ею стенографические тетради, которые составляют самый ранний стенографический документ архива Достоевских и ее заграничный дневник 1867 года. Безусловно, возникает вопрос, почему? Но Анна Григорьевна просто не верила в то, что это возможно сделать. Она и сама испытывала значительные затруднения, когда спустя почти 30 лет со времени написания собственных дневниковых записей взялась за их расшифровку, и в дневнике остались места, не разобранные даже самой Анной Григорьевной. Период расшифровки ею дневника приходился на 1894-1912 годы, когда она расшифровала и отредактировала первую и вторую, к сожалению, утраченную позже в стенографическом виде, книжки стенографического дневника. Также причины неверия Достоевской в возможность расшифровки сделанных ею стенографических записей кроется в том, что она понимала, что освоение чужой стенографической системы – дело крайне трудозатратное. Система Габбельсбергера, которая лежит в основе личной стенографической системы Достоевской, одна из наиболее сложных и запутанных, в ней множество частных правил и большое разнообразие знаков по величине. Ну и сюда же следует добавить наличие в этой системе большого числа омографов, то есть слов, которые абсолютно одинаковы по написанию, но различны по произношению и значению. А также то, что некоторые буквенные сочетания и слова могут писаться несколькими способами. Более того, стенографическое письмо крайне... Вот, кстати, про способы, сейчас я забыла про... Вот примеры, да, вот тех самых омографов, то есть мы видим, что они очень похожи, но значит совершенно разные. И в данном случае определяющим, безусловно, является контекст, в котором они находятся. Более того, стенографическое письмо крайне личностно, то есть стенограмму в общем случае может разобрать только тот, кто ее выполнил. Своя система в системе есть у каждой стенографистки, и Анна Григорьевна, как и любой другой стенограф, делала только ей понятные логические сокращения, количество которых с возрастанием ее опыта в стенографировании становилось все больше. Например, вот на этом слайде можно увидеть, что одни и те же слова стенографически сокращены по-разному. Например, вот Федор Михайлович, она в записях могла сокращать абсолютно по-разному. Вот здесь 3 варианта. Также есть 2 варианта записи словосочетания одним словом. Тоже можно приглядеться и увидеть, что второй вариант значительно короче первого, но значит они одно и то же. Но и стоит отметить, что для стенографистов 20 века записи, ну и, соответственно, 21-го, записи жены писателя оказались написанными на мертвом языке, так как с 10 июня 1933 года использовалась государственная единая система стенографии ГЕС, которая вытеснила другие русскоязычные стенографические системы и обусловила отсутствие специалистов, владевших той системой скорописи, которой владела Достоевская. Однако человек, решившийся на дешифровку стенограмм жены писателя, нашелся. Этим человеком стала ленинградская стенографистка Цицилия Мироновна Пашиманская, которая в 1950-е и 70-е годы расшифровала большую часть этих документов. Она проделала настоящую исследовательскую работу в поисках ключа к стенографическим записям Достоевской и признавалась, что труд по расшифровке дневника жены писателя и других стенографических записей был каторжным. Поэтому в газете «Известия» за 1959 год этот труд был охарактеризован как подвиг стенографистки. Главным достижением Пашиманской стала расшифровка 3-й из сохранившихся книжек стенографического дневника Достоевской. И вот, несмотря на столь высокую оценку, сведения об этой женщине до настоящего времени были крайне скупы. В научной и справочной литературе не указывался даже год смерти ленинградской стенографистки. И одним из результатов нашей работы стало то, что нам удалось уточнить некоторые факты о жизни и деятельности Цицилии Мироновны Пашиманской. Так, с помощью ее племянницы Ольги Михайловны, проживающей в Петербурге, которую нам удалось разыскать, была установлена дата смерти Пашиманской, 1994 год, и то, что она похоронена на еврейском кладбище Петербурга.
Безусловно, целью нашей работы над сохранившимися стенограммами Достоевской было не столько дополнить сведения о единственной стенографистке, их расшифровавшей, сколько провести критический анализ этих расшифровок, так как подобных попыток со времени работы Пашиманской над стенограммами не предпринималось. Нам неизвестны и прецеденты непосредственно по расшифровке оставшихся непрочитанными документов. За несколько лет до нашего обращения к стенограммам Достоевской программистами-энтузиастами, мы их так между собой называем, была разработана автоматизированная система распознавания и дешифровки стенограмм, но до практического использования этой программы дело так и не дошло. Теперь я кратко изложу непосредственные результаты нашей исследовательской деятельности. Процесс изучения и дешифровки стенограмм в 21 веке не слишком сильно отличается от того, как он протекал в 50-е и 70-е годы века XX. Значительным преимуществом в нашем случае является наличие компьютера и хороших цифровых копий стенограмм Достоевской. Пашиманской приходилось заниматься расшифровкой прямо в архивном хранилище со всеми вытекающими отсюда сложностями работы с рукописями. Но путь к пониманию мертвого стенографического языка у нас был идентичен. Сначала мы изучили расшифровки, сделанные самой Анной Григорьевной, в процессе чего составили словарь сокращений, а затем уже с помощью этого словаря, в котором более 1000 слов, которые мы внесли в него, мы приступили к критическому анализу расшифровок, сделанных Пашиманской. Итак, в процессе этого анализа мы убедились в масштабности проделанной ею работы, однако выяснилось, что ряд прочтений дневника необходимо уточнять, выявились и нерасшифрованные ленинградской стенографической слова и фразы. Таким образом, работа по проверке дешифровки стенографического дневника жены писателя убеждает в необходимости его переиздания с дополнениями, корректировкой текста и, безусловно, научными комментариями. Также работа над стенограммами Достоевской была связана с попыткой расшифровать непрочитанные ранее стенограммы, содержание и датировки которых также не были установлены. В этой связи нами проделана успешная работа по расшифровке черновиков личной корреспонденции Анны Григорьевны Достоевской. Установлены адресаты стенограмм и время их написания. В научный оборот введены черновики писем Достоевской к разным лицам. Со всеми этими результатами можно ознакомиться в наших статьях, которые публиковались и в журнале «Неизвестный Достоевский», и в других изданиях. Таким образом, наш опыт работы со стенограммами Анны Григорьевны Достоевской показал, что их расшифровка спустя 150 лет со времени их создания возможна. Успешность подобной работы обоснована активным использованием составленного нами словаря сокращений, его постоянным пополнением, расширением объема контекстного чтения за счет архивных и справочных источников, так как расшифровка стенограммы схожа, в общем-то, с разгадыванием ребуса. И чем шире кругозор и база имеющихся и привлекаемых знаний того, кто их дешифрует, тем выше шансы на успех в этом деле. Я благодарю всех за внимание. Надеюсь, было интересно. Не просто интересно, Оксана сказала, просто замечательно и удивительно, потому что подобные работы не всем по плечу. И вы как-то скромно умолчали, что после Пашиманской вы с Ириной Святославовной приняли эстафету и продолжаете заниматься расшифровкой стенографических записей. Так что можно только восхититься. И поскольку немножко времени до перерыва у нас осталось, я понимаю, что тут вот дилемма мысль разрешить или чаю выпить уже в пользу последнего будет решена. У нас скоро перерыв. Тем не менее, в конце, я думаю, все докладчики хотят все-таки услышать мнение аудитории. Вот, как они воспринимали доклады, что их поразило. Вот несколько студентов и наших преподавателей готовы поделиться своими соображениями на этот счет. Точно так же могут выйти вот в это онлайн-пространство слушатели, участники из других мест. Так что давайте начнем наше блиц-обсуждение, чтобы обратная связь была. И я хочу еще объявить, что обязательно мы выложим запись всей конференции. Информационный шум всячески уберем, который вначале немножко был.
И все желающие уже смогут спокойно, в любое удобное время посмотреть, еще раз послушать все доклады, которые их впечатлили. Итак, приглашаю обеих нас сюда поближе, Юрию Александровну Жукову, и думаю, что наш коллега, заместитель декана по научной работе, Юрий Александрович Шаринов, тоже несколько слов скажет, так же, как и профессор Шамасан. Приготовьтесь, пожалуйста. Так, девочки, какая наша, идите сюда, пожалуйста. На экране мы сейчас увидим программу конференции, чтобы перед глазами она была закрылась. Микрофон включить? Наверное, все слышно. Надо, чтобы вас слышали. Включи микрофон. Все, спасибо. Здравствуйте. На самом деле, такие конференции они представляют собой просто неоценимый вклад в культуру, в науку. Такие даты нужно помнить, такие даты нужно отмечать. И доклады, представленные на сегодняшней конференции, также представляют собой особый интерес не только для исследователей творчества, жизни Федора Михайловича Достоевского, но и для нас, студентов. И я бы хотела отметить, что абсолютно все представленные доклады были интересные. Они освещали проблемы, которые, казалось бы, уже давно изучены, но исследователи в своем выступлении показали, что на самом деле действительно мир Достоевского – это неисчерпаемая возможность для научных изысканий. И если сказать несколько слов о конкретных докладах, представленных сегодня, то, конечно же, наверное, мы все студенты, все молодежь, так скажем, оценили презентацию сайта, посвященную творчеству писателя Никиты Достоевского, который действительно не только хорошо представлен графически, точнее, дизайнерское решение оформления было очень удачным, но и в содержательном плане тоже представляет собой большой интерес не только для студентов, академиков, но и для школьников, что очень важно. Также было представлено большое количество работ, посвященных хронологической композиции, писем писателя, различных документов, связанных с ним. И действительно наука, которая помогает приоткрыть идеи, как уже было сказано, в этот мир писателя, прояснить какие-то белые пятна в его биографии. И это все, конечно, опять представляет большой вклад в культуру. Что еще можно сказать? Конечно же, великолепное выступление американского исследователя творчества Достоевского Кэрол Аполлонио, которая не просто сочетала сухой доклад, но поставила свою концепцию оценки творчества писателя. Она подняла очень важную тему, важную тему гуманитарного знания и перспектив его развития, важности вообще в современном мире. И было действительно интересно узнать, как писатель, который для нас, россиян, является, тоже, можно сказать, общим местом в нашей культуре. Мы все, естественно, проходили его произведения в школе, все знаем его произведения.
И было действительно интересно узнать, как его изучают на Западе. То есть как к его творчеству подступаются американские исследователи, то есть французские, насколько я понимаю, не просто, знаете, прочитать какие-то доклады, какие-то исследования, но увидеть вживую представителей научной школы. Также интересно было узнать про Петрозаводскую школу изучения творчества Достоевского, которые проявляются очень сильный энтузиазм, насколько было на сегодняшнем выступлении по изучению творчества писателя. И действительно это заряжает, так скажем, тоже этой энергии, науки. Поэтому мне очень понравилось все доклады, все выступающие. Узнал много новых имен, людей, которые действительно посвятили свою жизнь или большую часть ее изучению культурного наследия нашей страны. Выражаю благодарность за эту конференцию, она была очень познавательная, и всегда тоже. Спасибо. Еще одна студентка хочет поделиться своими впечатлениями, даже вдвоем они вышли. Всем здравствуйте. Хочу отметить выступление, которое очень сильно понравилось мне. Это было выступление Кэрол Полони. Ее выступление было очень интересно. Было интересно узнать о том, как в Америке изучают творчество Достоевского, как относятся к его произведениям, как читают его. И была удивлена, узнав о том, что студенты вот этого Дикского университета тоже увлекаются творчеством не только Достоевского, как она говорила, но и Гоголя, и Пушкина. Было очень интересно из ее уст услышать такие знакомые нам и вообще всему миру известных фамилий, известных классиков русских. Также понравилось мне то, что она показывала даже иногда произведения, учебники, книги Достоевского на английском языке, которые они читают, что они действительно переводы, что есть 13 переводов, и все они достойны переведены, достойны прочтения. Очень понравилось мне это произведение, очень понравилось мне это выступление ее. Вот. Я тоже хотела выразить огромную благодарность выступавшим и в особенности отметить разработчикам сайта и вообще всех тех, кто участников этого дела, поскольку это очень важно такое событие, которое проводится на этот сайт, проводится на будущем программу, и думаю, заинтересуется нашим будущим. Спасибо, девушки. Вы очень правильно сказали, что такая конференция, такие докладчики воодушевляют, вдохновляют. И думаю, что вы внимательно очень слушали и мотали себе на ус или еще куда-то. Вот как Владимир Николаевич Захаров рассказал о своем научном пути. Такой вот научный автопортрет фондов – это пример, образец для вас, чтобы дело изучения Достоевского продолжалось. Ну, а сейчас разрешите еще предоставить слово уже взрослым нашим коллегам, вот Юлии Александровне Жуковой, доценту нашей кафедры. Она тоже очень внимательно слушала и тоже воодушевилась, вдохновилась тем, что услышала. Ну, особенно, конечно, вот нас, коллег, воодушевил представленный Владимиром Николаевичем Захаровым такой научный автопортрет. Это вот пример и образец для подражания, конечно. Здравствуйте. Я, наверное, в каком-то смысле повторюсь, потому что Екатерина сегодня говорила о том, какое впечатление произведения, общее впечатление от тех, которые мы сегодня услышали, от докладов, которые мы сегодня услышали. Ну и, собственно, я тоже сказала о том, как они оценили те доклады, которые сегодня изучали. Но что, конечно же, предстоящий состав.
ведущие специалисты в области достоверности. Конечно, далеко не все, но такие были специалисты. Поэтому большое спасибо, хочу сказать, Нине Васильевне за организацию мероприятия и коллегам, которые нашли возможности обсудить мы смогли вас услышать и посмотреть компанию, посмотреть наши клиенты. Такая возможность, такая часто. И то, что мы услышали в первой половине сегодняшнего дня, отражает широко проблему. Нам приоткрыли дверь в личные кабинеты, в лаборатории исследователя, и мы знакомились прямо с Владимиром Николаевичем, пришел к Достоевскому, у меня что в каком-то смысле это не может быть и исторические какие-то методические интересные моменты, аспекты были освещены. Это что и наши специалисты, наши педагоги используют похожие инструментарии, рассказывают о творчестве Федора Николаевича Достоевского. Ну и, конечно же, такие направления, как декодирование текстов Достоевского, да, знаем о том, что разные аспекты исследования существуют, но о том, как происходит расшифровка его текстов, как работают с оригинальными источниками исследователей, да, мы спрашиваем очень впервые. Поэтому большое спасибо за интересные сообщения. Большое спасибо. Ну и, конечно же, тем электронные ресурсы, которые были представлены сегодня, они послужат хорошую службу, привлекут внимание наших специалистов, студентов, как будущих исследователей творчества Достоевского, и награждать их уникальными знаниями, уникальными сведениями, содержащимися в портале. Спасибо большое, было очень интересно. Простите, наверное, вы оговорились, сказав, что не все люди. В каком смысле? Ведь сегодня мы как раз вот имели возможность общаться с цветом Достоевского-ведения. Вот, лучшие люди нашей науки сегодня выступали. Ну, наверное, ты имел в виду, что не все, кто мог бы, выступил сегодня. Конечно, так что у нас было много, целый мангал. Да, понятно, это имел в виду. Спасибо. Так, еще одна Юлия Александровна Шанина, тоже несколько слов ей. Пожелания и подолгу скажет, поскольку заместитель декана нашего института, конференцию слушала внимательно. Уважаемые коллеги, добрый день. Я очень рада всех приветствовать и хотела бы выразить огромную благодарность за то, что вы нашли возможность принять участие в данном мероприятии. И надо подчеркнуть, что сегодня только действительно начинается разговор о Достоевском, он продолжится на нашем институте еще и завтра. Ну и я думаю, что это разговор до конца этого года, но и он не закончится на этом, несомненно. И вот должна признаться, что название журнала «Неизвестный Достоевский» меня, например, никогда не смущало. И мы сегодня, прослушав ряд докладов, понимаем, что мир Достоевского бесконечен, и белые пятна, они только появляются и появляются. И еще я хотела бы
сказать о том, что замечательно, что слушателями нашей конференции являются студенты. И вот продолжая мысли коллеги из Америки, хотела бы подчеркнуть, что мы очень надеемся, что эта эстафета, гуманитарного знания не прекратится, что она будет жива, и наши исследования будут вдохновлять новых студентов для дальнейших изысканий. Спасибо. Тоже несколько слов хочет сказать. Пожалуйста. Это профессор нашей кафедры, курс истории и литературы читает, поэтому и студенты сегодня здесь тоже присутствовали. Сложная работа миссии выступать после всех, поэтому я не хочу повторяться. Мне кажется, что действительно очень интересный курс, интересная конференция, интересно тем, что неисчерпаемость здесь была показана эта тема, хотя всем нам казалось, что уже много можно сказать о Достоевском. 200 лет прошло, много будет сказано о нем разного. Вот. Но мне особенно интересно казалось, не хочу никого видеть, но мне показалось интересно профессор, потому что это открытый диалог. Мне было бы очень интересно с ней вообще поговорить дальше. Как она контекст объясняет своим студентам, контекст произведения Достоевского, как она может объяснить реальную русскую жизнь, как они понимают, вообще понимают. То есть философские проблемы, конечно, общие человеческие, но вот какие-то такие специфические моменты, мне было бы очень интересно с ним поговорить. Что касается сайта Достоевского, я, конечно, может, чуть-чуть скажу, не очень. Но мне кажется, там очень широкие возможности, но пока, ну, картина критично сказать сам, да, что это только начало пути, мы обсуждаем немножко, мне показался дизайн слишком, вы знаете, напоминает Янковского, Ростова, что-то такое, как бы немножко какой-то диссонанс, что-то показалось об этом, ну, не знаю, это все можно совершенствовать. В общем, главное, и еще интересная вещь, что молодые ученые продолжают трудоваться, вот это, конечно, очень интересно, что мы расшифровывают эти свои рукописи, этим так тщательно себе занимаются. Это очень важно, потому что молодых ученых намекает не так уж много сейчас. И вот здесь мы приемся не соблюдаются. Но я думаю, что это конференция, наши студенты может тоже чем-то заразятся, загорятся и заниматься. Спасибо, я тоже хочу несколько слов сказать. Понятно, что вызывает противоречивые, может быть, несколько оценки и мнения. С академической точки зрения он действительно вот такой немножко эпатажный даже по своему дизайну, но все оправдывается его структурой, его содержанием, его миссией, и самое главное, под этот сайт нравится молодежи. Для этого он был создан. Ну, остается мне объявить перерыв, чтобы перевести дух, и следующая часть пленарного заседания начнется ровно по программе 15:20. Опять, коллеги, я хочу представить тоже одного из ведущих исследователей творчества Достоевского, Татьяну Александровну Касаткину. Она возглавляет комиссию по изучению творческого наследия писателя в Институте мировой литературы в Москве и Центром научно-исследовательским заведует и является редактором журнала «Достоевский. Мировая культура».
И благодаря ее усилиям наша наука развивается, движется. Я очень ей благодарна за то, что, несмотря на свою загруженность, вот с одной конференции на другую, она переезжает или переходит, и вот согласилась и нашу конференцию тоже украсить. Тема ее доклада такая: актуальность. Раз у нас конференция «Актуальный Достоевский», конечно, это слово присутствует. Актуальность Достоевского, богослова. Татьяна Александровна, можно уже предоставить вам время? Так. Спасибо большое, Валентина Васильевна, за приглашение. Спасибо всем, кто соучаствует в этой очень интересной конференции. И я хочу начать свой доклад с того, что очень высоко оценивая ту деятельность, о которой нам рассказывали коллеги в первой половине нашей конференции, нашего сегодняшнего заседания, я все же не могу не обратить ваше внимание на то обстоятельство, что если вдруг актуальность Достоевского сведется исключительно к находкам новых его адресатов и адресантов, к установлению каких-то его дальних родственников и так далее, эта актуальность очень быстро исчезнет. То есть Достоевский перейдет на уровень какого-нибудь третьестепенного автора XIX века, и им, конечно, можно будет заниматься, как занимаются и третьестепенными, четырехстепенными авторами XIX века, но это будет очень узкий круг очень специальных исследований. То, что делают наши коллеги, и то, что всем нам приносит, как исследователям, большую пользу, возможно, в таком масштабе и может возбуждать такой интерес широкий, только потому, что Достоевский не перестает быть в высшей степени актуален именно как автор, которого не просто читают, но который провоцирует читателя на постановку самых острых, самых ключевых вопросов о своей жизни. И тут надо сказать, что Достоевский и философ, и богослов не в том смысле, в каком мы сейчас понимаем эти слова, потому что, как и любая наука, стремящаяся уложиться, так сказать, в рамки позитивного исследования, они сдвинулись в сторону изучения истории философии и истории богословия. И, кроме того, сами философские и богословские исследования на Западе, откуда они к нам уже приходили в XVIII веке, были построены по принципу создания корпусов, как это сказать, корпусов и трактатов, да, то есть неких систем, и были построены как некая передача такого объективного знания. А Достоевский принадлежит к совсем другой ветви традиции, к той, которая ставила своей целью не систематизировать и передать ученику интеллектуальное знание, а инициировать преображение человека. Собственно, именно поэтому Достоевский настолько востребован и в отечественной, и в зарубежной культуре,
что он обращается к самому существу, к самым глубоким глубинам человека, в том числе и современного человека, и заставляет его, может быть, иногда впервые эти самые глубины осознавать как то, что у него есть, как то, что у него в доступе. Достоевский открывает читателю доступ к его глубинному человеку. И это именно то, что делает Достоевского постоянно и неизменно актуальным, и актуальность его именно поэтому не пройдет. Достоевский, как богослов, не ставит своей целью, как сказал однажды Рудольф Мюллер, апеллируя к целям нового европейского богословия, не ставит себе целью привести как бы современное богословие к соответствию с современным мировоззрением человеческим. Достоевский ставит себе совсем другую цель. Он видит богословие, которое перестало как бы контактировать с непосредственной жизнью человека, которое перестало говорить ему о том, что случается с ним каждый день. Он видит богословие, которое как бы оторвалось от существа человеческой жизни, и тогда он понимает, что это гибель, как бы, это неизбежно приведет к гибели Бога, а потом и к гибели человека, что, собственно, мы и наблюдаем в течение XX века. И Достоевский возрождает то богословие, как оно изначально создавалось в виде, скажем, добротолюбия, да, как систему взаимодействия с читателем, которые позволят ему радикально изменить себя и представление о самом себе, и через это изменение представления о самом себе получить некое представление о Боге. То есть Достоевский – это писатель инициатического типа, а не систематического. Вот. И Достоевский ставит самые радикальные вопросы, как в области того, что есть человек, так и в области того, что говорит нам Евангелие на своем языке. Он действительно проводит как бы самые радикальные расшифровки самых непонятных мест Евангелия, к которым обычно относятся как бы с почтением и стараются побыстрее их проскочить, потому что они слишком взрывают то представление о мире и о себе, которое как бы свойственно человеку в той его природе, в какой ему относительно комфортно существовать на вот нашей земле, да, на нашей земле, на которой пал человек, и в результате этого она тоже становится отлучена от Бога. Да. Достоевский какие ставит вопросы? Да? Например, что такое грех? Вопрос, на который обязательно должно ответить любое богословие христианское, потому что в основе представления христианского богословия лежит идея о радикальном повреждении человека и вследствие этого изменении мира. И Достоевский отвечает на него так, как мы не увидим вот такого ответа, да, в моральном богословии, в том богословии, которое преподается там в рамках закона Божия, которое практически не отвечает на онтологические вопросы, а ограничивается ответами
о том, что так должно и должно именно так. А вот почему должно именно так, перестает объяснять. То есть утрачивает свою онтологическую составляющую и движется в сторону моральных предписаний. А вот Достоевский очень отчетливо показывает, что такое грех для человека, хотя это оказывается настолько неожиданно для его читателей, что, скажем, роман «Преступление и наказание», в котором этот ответ дается, оказывается существенно отредактирован Катковым. Вот. Что же говорит Достоевский? Достоевский говорит, что грех – это ошибка человека в определении собственного образа. Человек в своих поступках исходит из присутствующего в его сознании ложного представления о себе, из ложного видения себя как ограниченного своим собственным телом и отграниченного от всех остальных людей. В «Братьях Карамазовых» Достоевский назовет это состояние человека периодом уединения. И исходя из вот этого видения себя, человек, соответственно, видит всех остальных как своих соперников, как претендентов на тот же самый ресурс, который ограничен и который может быть только поделен. Достоевский же показывает, что любой человек для другого человека – это новая возможность, поскольку нет вот этих разделенных людей, и люди не отделены даже от универсума в целом. Он, собственно, в главе Кана Галилейская показывает буквально нам этого нового человека, показывает преображенного Алешу, который, наконец, дошел до Христа, да, в этом своем видении, и говорит о том, что все нити от самых дальних миров сходятся в его сердце, наконец, и душа его трепещет, отзываясь мирам иным. Это не романтическое, а очень строго логическое описание состояния человека, границы которого совпадают с границами Вселенной. Но вот эта Вселенная, как бы и эти Вселенные, они открываются каждым новым пришедшим на Землю человеком, как бы создавая пространство, которое без этого человека просто не существовало, без этого нового человека. И возможности, в том числе возможности понимания, возможности сочувствия, которые без этого новопришедшего человека тоже не существовало ранее. И тогда другой открывается для читателей Достоевского, может быть, впервые, не как тот, кто посягает на тот же самый ресурс, не как тот, кто его ограничивает, не как тот, кто становится его соперником, а как тот, кто впервые открывает ему невиданные ранее пространства и невиданные ранее возможности. И вот этот вот как бы перевод человека из состояния человека соперничающего в состояние человека сотрудничающего, в состоянии человека, который любит других как себя, и с определенного момента, а именно со сна смешного человека как минимум, Достоевский перестает ставить запятую в этой фразе, то есть любовь к другому как к себе становится не сравнением, так сказать, через которое мы понимаем, как надо относиться к другому, а фраза начинает говорить о том, что другой – это и есть тоже ты, только ты с новыми возможностями, ты в новом формате, ты в новом объеме, ты в новом величии. Достоевский говорит о том, что человек малый ничтожен ровно до тех пор, пока он видит, воспринимает себя как вот это вот маленькое существо, ограниченное пределами собственного тела,
И человек беден и жаден ровно до тех пор, пока он заключен вот в это вот малое ограниченное пространство своего тела. Человек радикально меняет самые основания своего существования в тот момент, когда он начинает видеть себя как себя в своем истинном виде. Как мы понимаем, все следствия, все как бы основания поступков для человека, который видит себя вот в этом малом обличье, как борющегося за ресурс, как бы выталкивающего другого, да, из общего пространства, это совсем не тот человек, который поменял свое зрение, вдруг увидел и вдруг прозрел, поменял зрение, повернул ум, то есть, собственно, совершил метаною, то есть покаяние, которое ведь совершенно не значит, сказать, сожаление, не означает сожаление о своих поступках, а значит именно вот эту вот перемену видения, мгновенное прозрение человека и представление, так сказать, вдруг, как Достоевский очень любил говорить, вдруг он начинает видеть то же самое, но совсем другое. То есть как бы внешним образом ничего не поменялось, но от того, что сдвинулась точка зрения, совсем изменились как все основания, так и оценка всех следствий своих поступков для любого человека. И, собственно, вот это вот изменение и преображение читателя, который видит вот эти вот преображения героев и который следует за ними в их состояниях, которые и определяются очень часто современниками, современными критиками прежде всего, как состояния невротические, как состояние психически нездоровых людей, да? Собственно, именно потому они так воспринимаются, что Достоевский показывает человека, начавшего менять свой размер и свой объем. Это выглядит как вот эта вот потеря формы, потеря границ. И, собственно, читатель, который переживает путем сочувствия и сопричастности литературному тексту вот эту вот начавшуюся трансформацию героя, он одновременно переживает что-то, что происходит с ним самим, переживает эту трансформацию, что засвидетельствовано очень многими откликами читательскими, которые, собственно, и говорят о том, что чтение Достоевского не происходит так, как происходит чтение интересного романа или даже захватывающего, но более чувственную область, чем область как бы базовую, онтологическую в человеке произведения. Романы Достоевского целуют по прочтении. Люди, начав читать роман, не могут оторваться, пока не прочитали его до конца и так далее. Это все свидетельствует именно о вот этом вот трансформирующем свойстве текстов писателя, который, конечно, именно вот этим своим воздействием на читателя, своим преображающим действием, своим действием открывающим впервые, может быть, человеческие границы и переводящего человека в совсем другое состояние. Этим он ценен, этим он важен, и эта ценность его, я думаю, никогда не придет. Вот, наверное, время мое практически истекло, так что я здесь закончу. И если вдруг будут вопросы, я попробую на них ответить. Ну, есть вот, вопросы, если появятся в этой аудитории, и кто у нас онлайн слушает, наверное, будут озвучены. Спасибо большое, Татьяна Александровна. Ну, я понимаю, что вот вы полемически так начали свое выступление,
Но мне кажется, что не нужно противопоставлять два разных направления нашей науки. Ну вот одно, после одного направления вы работаете, и не только. И, конечно, это очень важная сфера достоевского видения, которая позволяет нам приходить к более-менее адекватному пониманию смысла произведения писателя. То есть тут такая стратегия, тут такая цель. Именно понять Достоевского, как он на нас воздействует. И вот, учитывая пафос вашего выступления, можно сказать и о том, как он нас изменяет. Тут, конечно, значимость Достоевского не только как писателя, но вот именно как богослова, в чем-то даже как проповедника, очень высока. Но и другое направление, и оно тоже не единственное, есть и другие школы, и другие принципы изучения Достоевского. Второе направление, которое активно развивается в Петрозаводске, оно тоже очень значимо для нашей науки, потому что благодаря вот таким усилиям коллег, которые работают в архивах, которые находят новые документы, новые источники, ведь обогащается фундамент наших исследований, а без этого фундамента и на новые интерпретации, на новые понимания выйти нельзя. Так что я тут не вижу противоречия, и я думаю, мы едины в том, что Достоевский никогда не станет каким-нибудь второстепенным и прочим писателем. Он действительно вечно актуальным будет. Вы сами часто цитируете его слова, что нужен новый взгляд. И вот этот новый взгляд, новую призму на нашу современность, на нас самих, творчество Достоевского нам и предоставляет. Как он может сойти со сцены, до которой мы вместе с ним живем. Вот так я могу высказаться, но, может быть, и другие коллеги, находящиеся в онлайн, хотят подключиться и высказаться. Ольга Юрьевна, думаю, слушает внимательно со своими студентами. Пожалуйста, подключайтесь. Может быть, сам Владимир Николаевич откликнется, чтобы студенты увидели, как научная полемика происходит. Пожалуйста, коллеги. Валентина Васильевна, я хочу просто сказать, что я как раз ничего не противопоставляю. Я всего-навсего хочу показать, где основа всего того интереса к Достоевскому, который может, естественно, выражаться в любых типах исследований далее. Но нужен Достоевский и нужны, соответственно, все эти исследования только потому, что он делает с читателем то, что он с читателем делает. И вот этого просто нельзя ни в коем случае забывать. Потому что можно прекрасно исследовать, допустим, 400 лет рода Достоевских, но не надо забывать о том, что нам интересны все эти люди, во всяком случае, вот сейчас и пока, может быть, когда-то, когда то, что о чем Настя Гачева постоянно говорит, все нам станут интересны сами по себе, но пока они нам интересны только потому, что есть Достоевский. То есть эти исследования около Достоевского, они, безусловно, имеют свое право на существование, они интересны, но важно, прежде всего, важно для мира, важно для общей жизни человеческой. То, что делает Достоевский со своими читателями, и это вещь, которая не может быть исчерпана. Это вещь, которая, не может быть закрыта. А это то, что всегда только начинается, потому что для любого поколения читателей и, соответственно, исследователей Достоевский вдруг открывается именно той стороной, которая наиболее востребована данным поколением. И все остальное,
Все остальное, что происходит вокруг Достоевского, стержнем своим имеет вот эту неизбывную читательскую потребность, потребность читателя найти в себе что-то, что не поддерживается как бы вот этим вот, что не поддерживается и что не актуализируется в повседневности до тех пор, пока не придет какой-то человек, в данном случае Федор Михайлович, который даст ему доступ вот к этой глубине, и тогда изменится и повседневность. То есть Достоевский – это человек, который действительно учит менять мир, который учит каждого менять мир. И это основа мирового к нему интереса. Вот. Еще раз, ни в коем случае не отвергаю и ни в коем случае не принижаю значимости и прекрасности любых исследований, жизнетворчества братьев и сестер, жизнетворчества там, случайных знакомых и так далее. Но просто нужно понимать, почему вообще все эти исследования возможны и кому-то интересны. Спасибо. Я думаю, высший смысл, зачем мы занимаемся Достоевским, всем понятен, из него очень исходит это. Не знаю, всем ли он понятен. Мне кажется, что иногда как бы мы сейчас не только в области науки о Достоевском, мы очень часто вообще в любых областях исследования перестаем понимать, что именно и почему нам интересно. И мы уходим вот в эту область накопления фактов, как бы оставляя в стороне и даже с пренебрежением иногда отзываясь от тех стержней, которые, собственно, и создают гуманитарное знание. Можно вступить в дискуссию? Конечно. Достаточно странные реплики Татьяны Александровны, как будто она не знает, чем мы занимаемся. И спектр исследований очень широк. В этом смысле, Татьяна Александровна, извините, вы напоминаете девочку, которая увидела куклу у подружки. Чтобы, в общем-то, выйти из ситуации, поиграть этой куклой, она стала убеждать, что кукла не нужна, и она плохая. Серьезно? Мы широким кругом вопросов занимаемся, и атрибуция хронологическая и другая, чтение стенограмм – это только лишь фрагменты того, что мы делаем. И в Достоевском нас интересует Достоевский по-прежнему, прежде всего. У вас был замечательный доклад, но в этом докладе, хотя вы хорошо знаете тексты Достоевского, не было ни одной цитаты. Вот у вас как бы был Достоевский богослов, но без Достоевского. Мне хотелось бы, чтобы мы все-таки говорили о Достоевском прежде всего. А Достоевский гениальный писатель, гениальный философ, гениальный редактор, гениальный журналист и даже гениальный читатель. Весь этот спектр Достоевского, его круг интересов, его собеседники и современники – это Россия Достоевского, которая тоже важна. И Достоевскому мы начинаем приближаться примерно в таком же плане, как сегодня приближается, допустим, к Шекспиру, когда все уже интересно. Не только то, что Шекспир написал, но и то, в каком документе он отмечен. Достоевский в этом смысле сегодня расширяет свое влияние, расширяет свое пространство. И противопоставлять то, чего нет в принципе, это бессмысленно. А по поводу Достоевского богослова скажу кратко. Достоевский не богослов. Богослов Зосима, и то как бы в приближении условно. А Достоевский настаивал на том, что он
не дал никакого учения мистического и так далее. Точно так же, как Достоевский не философ. Где Достоевский настаивал, что он не дал никакого мистического учения? Цитату, если можно. Ну вот. Так что, в общем-то, здесь нужно... Хотите заниматься этим, Татьяна Александровна, занимайтесь, но не диктуйте, пожалуйста, того, чем другие должны заниматься. А я разве диктую? Я наоборот говорю, спасибо вам большое, что вы этим занимаетесь. Ну, спасибо, это такая, в общем-то, форма была. Не надо только забывать о том, где находится центр. И еще раз, мне очень интересно, где Достоевский говорил о том, что он, так сказать, не создал никакого мистического учения. Просто цитата интересна. Вы ее знаете. Ну, видимо, нет. Не дал никакого учения мистического. Где цитата-то находится? Я хоть посмотрю. Татьяна Александровна, получите цитату. Спасибо. Надеюсь. Ну, уважаемые коллеги, спасибо. Это вот такая полемика в науке неизбежная. Я думаю, для нашей молодежи, задумывающейся о том, заниматься ей наукой или нет, это тоже весьма поучительное проявление нашей конференции. Тут ничего такого страшного, обидного нет. Это нормальное проявление, это научная дискуссия, это спор, заставляющий задуматься, и новые соображения у обеих сторон, конечно, могут появиться. Я вот и сама уже задумалась, вот, что же за всем этим стоит. Хотя, вот на собственном примере могу сказать, что меня в последнее время действительно очень притягивают такого рода историко-географические, источниковедческие разыскания. Это не просто вот интересно, но это позволяет, вот как я уже говорила, прояснить, вот свет пролить на целый ряд темных мест в жизни писателя. А биографический контекст он очень важен. Но вместе с тем, вот как я тоже начинала свой исследовательский путь со стремлением понять Достоевского, и поэтому вот такие интерпретационные тексты у меня создавались, это меня тоже по-прежнему привлекает. И, видимо, вот золотую середину надо находить. Хотя я понимаю, что в данном случае вот Владимир Николаевич Захаров с одной стороны, Татьяна Александровна Касаткина с другой стороны. Вот я уже обращаюсь к аудитории и говорю, что это не разные полюса нашей науки. Это просто два оба являются крупными учеными. И у них своя концепция, свои принципы изучения. И это, я считаю, нормально. Хорошо, что вот такая биполярность в каком-то смысле у нас в науке существует. И она должна существовать. Так что спасибо вам обоим, Татьяна Александровна и Владимир Николаевич. Кто хочет еще к дискуссии присоединиться, пожалуйста. Ольга Юрьевна внимательно слушает вместе со своими студентами. Пожалуйста. Я давайте лучше перейду к своему докладу, тем более он следующий по программе. Я хочу вас поприветствовать. Из далекой Сибири мы, как всегда, крайняя точка в участниках конференции. Я почему говорю мы, потому что вот тут и студенты наши, третьекурсники мои, профиля русский язык и литература пединститута присутствуют, кто вот многие из них дожили до вот второй половины конференции. Ну, я поняла название конференции напрямую, то есть актуальный Достоевский, поэтому я для своего, я бы не сказала, что это доклад, но вот такое сообщение я выбрала, как мне кажется, очень актуальную, специально сосредоточила внимание на этой теме, актуальную для нас, представителей образования, тему о воспитании, образовании и национальном учителе. В творчестве Достоевского вообще нет вот такого оформленного, отдельного в определенную систему, в работу или в какую-то книгу учения о воспитании и образовании.
Но нет у Достоевского произведения, в котором бы в той или иной степени эти проблемы не затрагивались. Поступки, судьбы героев романов Достоевского так или иначе мотивируются тем, в каких семьях, как они росли и воспитывались, какое образование получили, как происходило в связи с этим их самоопределение в обществе и мире. И главную задачу своего времени, наполненного конфликтами, общественным разобщением, Достоевский видел в воспитании и образовании нового человека, в формировании нового типа сознания, сознания, в котором с одинаковой значимостью будут уживаться как общечеловеческие, так и национальные ценности, в котором гражданское самосознание будет сочетаться с личностным, в котором патриотические чувства не будут противоречить национальным интересам других народов. Задумывался Достоевский и над проблемами и задачами формирования такой личности. Можно выделить несколько основных вот таких аспектов, оговоренных писателем в различных источниках. Можно сказать, что главными факторами формирования национальной личности Достоевский полагал семью, школу и изучение русского языка. Размышляя о русском национальном укладе, Достоевский предлагает актуальную сегодня, точную, емкую типологию русского семейства. Это случайное семейство, ленивое и благочестивое. Исконно русскую идеологию семьи, как говорил Владимир Петрович Владимирцев, Достоевский определяет как основательность, благочестие, цитирую, попечительная родительская любовь к детям, забота не только о материальном, но и нравственном, душевном благополучии своего чада. Это любовные отношения родных и близких, воспитание сердечной веры в Христа, благочестие, добротолюбие, красотолюбие, соборность как принцип взаимоотношений с людьми, ощущение и с миром, ощущение причастности своей жизни к мировому всеединству. Все эти понятия ребенок впитывает вместе с живой русской речемыслью, которые так дорожат в благочестивом семействе. Достоевский утверждал, что самое главное впечатление своей жизни человек выносит из детства. Как говорит один из его героев, приобретая в первые 3 года жизни целую треть тех идей и познаний, с которыми ляжет стариком в могилу. Вот почему так важно, какими будут эти впечатления, с каким багажом нравственных и духовных запросов выйдет человек из отчего дома. Достоевский был убежден, цитирую, «создается общество началами нравственными». И эти нравственные начала закладываются в семье. Поэтому историческая судьба государства, по мнению Достоевского, целиком зависит от семьи, от качества и направленности семейного родительского воспитания. Святость семьи для Достоевского идея особенно дорогая. Он воспринимал семью как малую церковь, как некое духовно-родственное образование, в котором формируется человеческая душа, где ребенок получает первоначальное духовное воспитание, учится любви, милосердию, взаимопониманию. Трагедию современной ему и грядущей эпох Достоевский усматривал в том, что в российском государстве все больше становится случайных семейств, выпускающих в мир случайных людей, как он называл их, выкидышей общества, и все меньше и меньше встречается истинно русских, благочестивых семейств. Особенно волновала Достоевского связанная с проблемой русского семейства идея связи поколений. Рассуждая о государственной ответственности родителей за воспитание детей, Достоевский писал: «Без зачатков положительного и прекрасного нельзя выходить человеку в жизни с детства. Без зачатков положительного и прекрасного нельзя пускать поколение в путь. Нужна связующая, общая, нравственная, гражданская идея. Без нее, как полагал писатель, нельзя взрастить поколение и пустить его в жизнь».
Достоевский был убежден, что духовное и вообще воспитание в семье истинное не зависит от ее благосостояния. Мало хорошо одевать и кормить детей, мало нанимать им хороших гувернанток, учителей, нужен отец семейства, нужна настоящая семья, чтобы юноша не вышел в жизнь один как перст, чтобы устоял в борьбе с соблазнами и невзгодами, сердце его должно быть прочно связано с прошлым, с семейством, с детством. Более того, из богатых семейств, как замечает Достоевский, дети даже чаще выходят без достаточного запаса важных впечатлений и истин. А что тогда говорить о тех семьях, где нет достатка? А леность отцов такова, что, цитирую, «детки уже в высшей степени оставлены на случайность. Нужда, забота отцов отражается в их сердцах с детства мрачными картинами, воспоминаниями иногда самого отравляющего свойства. Дети вспоминают до глубокой старости малодушие отцов, ссоры в семействах, споры, обвинения, горькие попреки и даже проклятия на них, на лишние рты. И что хуже всего, вспоминают иногда подлость отцов, низкие поступки из-за достижения мест, денег, гадкие интриги и гнусное раболепство». Конец цитаты. Главное условие полноценного семейного воспитания по Достоевскому – это любовь и взаимное уважение родителей и детей. Чувствуя свое унизительное положение, терпя издевательства, ребенок ожесточается, в голове его рождаются, как говорит Достоевский, самые фантастические, извращенные, цинические мечты. Он окончательно теряет любовь к родному гнезду, к родителям, которые не дорожат им, не считаются с его человеческим достоинством, свойственным даже самому малому ребенку. Но ленивые родители не думают, что, цитирую, эти мысли, а главное, сильные, хотя и детские впечатления, эти он унесет потом в жизнь и пронесет их в сердце своем, может быть, до самой могилы. Достоевский убежден, что непременным условием воспитания становится родительский пример. Как он говорил, ведь маленькие детские души требуют беспрерывного и устанного соприкосновения с родительскими душами. Дети хотят, чтобы их родители были, как он говорит, всегда духовно на горе, как предмет любви, великого, нелицемерного уважения и прекрасного подражания. Достоевский хотел, чтобы все родители поняли, что воспитание детей есть труд и долг. Он так и пишет: воспитание детей есть труд и долг. Для иных родителей, как замечает писатель, это долг сладкий, несмотря на гнетущие даже заботы, на слабость средств, на бедность даже. Для других же, причем часто именно для достаточных родителей, воспитание собственных детей – самый гнетущий труд и самый тяжелый долг. Такие родители стремятся откупиться от своего родительского долга деньгами. А если денег нет, то прибегают к строгости, к жестокости, к истязанию, к розге. И Достоевский полагает, что само по себе наказание – это продукт родительской лени, ее неизбежный результат. Он пишет: все, что можно бы сделать трудом и любовью, неустанной работой над детьми и с детьми, все, чего можно достигнуть рассудком, разъяснением, внушением, терпением, воспитанием и примером, всего того слабые, ленивые, но нетерпеливые отцы полагают всего чаще достигнуть розгой. Не разъясню, а прикажу, не внушу, а заставлю. И результатом такого воспитания становится не исправление, а развращение ребенка. Хитрый, скрытный, он, как говорит Достоевский, непременно покорится и обманет. А ребенка слабого, цитирую, трусливого и сердцем нежного они просто забьют. Цитирую: «Наконец, ребенка доброго, простодушного, с сердцем прямым и открытым вы сначала измучаете, а потом ожесточите и потеряете его сердце». Достоевский с ужасом вопрошает: что мы готовим России? Обращается он к безответственным родителям. Ведь самое страшное для будущего России – это молодое поколение, выросшее без идеалов, без высшей идеи. Воспитание верований и убеждений тем более важно, что, как полагал Достоевский,
Теперешний юный народ очень сильно отличается от предшествующих поколений. Они, как говорил Достоевский, как-то решительные, гораздо короче на сомнения и размышления. Если прежние, надумав какие-нибудь фантастические проекты, их не исполняли и много что поверяли их под клятвою кому-нибудь товарищу, а теперешние надумают, да и выполнят, пишет он. Если прежнее поколение связывало чувство долга, обязанности перед родителями, верования, принципы, то в нынешнем поколении связи эти ослабли. Стало, цитирую, меньше удержу и внешнего, и внутреннего в самом себе заключающегося. Поэтому из современной молодежи, как полагал писатель, очень легко сделать настеганное стадо. Просто нужно уверить молодых людей в том, что они, цитирую, собраны во имя чего-то высшего и прекрасного, во имя какого-то удивительного самопожертвования для величайших целей. То есть просто внушив ни к чему не подготовленному молодому поколению, готовому ради красивых идей и слов на любые поступки, внушить этому поколению самые страшные, разрушительные, ложные идеи. Обращаясь к родителям, Достоевский говорит от имени общества, от имени государства, цитирую, «Вы отцы, они ваши дети, вы современная Россия, а не будущее. Что же будет с Россией, если русские отцы будут уклоняться от своего гражданского долга и станут искать уединения, или лучше сказать отъединения, ленивого и цинического от общества, народа своего и самых первейших обязанностей? Именно это ужаснее всего. И, как сокрушается Достоевский, так распространяется. Таким образом, в воспитании подрастающего поколения Достоевский видит не только личное дело родителей, но и их гражданский долг. Долг, который они обязаны выполнять со всем подобающим старанием и ответственностью за будущее своей страны. Ну, Достоевский, конечно, был убежден, что будущее страны, ее свобода и независимость зависят от степени развития науки и образования. Хотя, вот я заметила, что он действительно как бы продолжает вот эту мысль Фанвизина, который, помните, говорил, что образование без воспитания сущая безделица. И у Достоевского это тоже ясно вот просвечивает в его рассуждениях. И поэтому для того, чтобы вот развивалась наука и образование, одной из государственных задач он полагал именно создание истинной национальной системы образования, без которой невозможно будет противостоять все более динамично развивающимся, как он говорит, западным соседям. И заключает, воюют не столько оружием, сколько умом. Наверное, даже не стоит обращать ваше внимание, насколько пророчески актуально звучат слова Достоевского, сказанные 150 лет почти назад. Он пишет, лет через 15, может, будут стрелять уже не ружьями, а какой-нибудь молнией, какой-нибудь всезажигающей электрическую струей из машины. И продолжает, и победа будет на стороне той воюющей стороны, у которой окажется вот какой-нибудь такой сюрприз. Чтобы изобретать такие машины, которые смогут обеспечить свободу и независимость государства, нужна, как утверждает Достоевский, цитирую, наука самостоятельная, а не покупная, своя, а не выписанная, укоренившаяся и свободная. А для того, чтобы такая наука появилась в стране, нужна очень мощная система образования, на которую, как полагает Достоевский, нужно затрачивать, цитирую, по крайней мере столько же, как и на войско. Если мы хотим догнать хоть какую-нибудь из великих держав, иначе будет только потрясение, а не просвещение. Великий мыслитель был убежден, чем богаче духовно нация, тем она и материально богаче. Поэтому образование в деле нравственного и духовного возрождения нации должно сыграть, по мнению Достоевского, огромную роль. Полагая, что труд является самым сильным средством перевоспитания, переделки оскорбленной, опороченной души в ясную и честную, как он пишет,
Достоевский предупреждает, говоря о системе воспитания, он говорит: напрасно, цитирую, вся педагогика ушла теперь в заботу об облегчении. Ведь облегчение вовсе не есть развитие, а даже напротив, есть отупение. Достоевский полагает, что школа должна стать для ребенка именно трудовой школой, первым таким вот испытанием в жизни. 2-3 мысли, пишет он, 2-3 впечатления, поглубже выжатые в детстве, собственным усилием, а если хотите, так и страданием, проведут ребенка гораздо глубже в жизнь, чем самая облегченная школа, из которой сплошь да рядом выходит ни то, ни сё, ни доброе, ни злое даже, и в разврате неразвратное, и в добродетели недобродетельное. И он приходит к выводу: слишком облегченное воспитание и образование способствует, по его выделке, замечательной, обжорливой, скверной и нежелательной младости. Обжорливой, скверной и нежелательной. И огромную роль в деле воспитания и образования нового человека, национальной личности, играет, по мнению мыслителя, изучение и глубокое освоение русского языка. Достоевский утверждал: язык – народ. В нашем языке это синонимы. И какая в этом богатая глубокая мысль! Язык есть бесспорно форма, тело, оболочка мысли, так сказать, последнее заключительное слово органического развития. И он был убежден, что обучение родному языку и литературе – одно из главных условий формирования национальных личностей. Вообще Достоевский, конечно, он говорит о чистоте русского языка, но он далек от мысли оградить русский язык от заимствований, но говорит, полагает, что иностранный язык лишь тогда поможет расширить формы нашей мысли, когда из иностранного языка мы невидимо возьмем несколько чуждых нашему языку форм и согласим их, тоже невидимо и невольно, с формами нашей мысли. Рассуждая о подражательности, о стремлении петь с чужого голоса, Достоевский связывает это с пренебрежительным отношением русской интеллигенции к родному языку. Мыслитель был убежден, что, усвоив, как он говорит, чужой жаргон, ползая рабски перед формами языка и перед мнением французских гарсонов, русский человек может усвоить лишь парикмахерское нахальство фразы, а затем, пожалуй, и мысли. А между тем, как отмечает писатель, существует один, как он говорит, знаменательный факт. Цитирую: «Мы на нашем еще не устроенном и молодом языке можем передавать глубочайшие формы духа и мысли европейских языков. Европейские поэты и мыслители все переводимы и передаваемы по-русски, а иные переведены уже в совершенстве. Между тем, на европейские языки, преимущественно на французский, чрезвычайно много из русского народного языка и из художественной литературы наших произведений до сих пор совершенно непереводимо и непередаваемо. И забвение родного языка, а следовательно и родной истории, культуры, как полагает Достоевский, ведет к духовной деградации нации, а следовательно к исторической катастрофе и гибели. Язык – народ. Болен народ, болен и язык. Оскудевает язык, мельчает, исчезает нация. Вот почему так бережно нужно относиться к русскому языку, к родному языку. Разрушается язык, разрушаются семейные связи, слабеют родственные узы и уходит из детских душ ощущение дома, ощущение малой и большой родины. А вот для того, чтобы донести до сознания народа зиждительные национальные идеи и обеспечить высокий уровень образования, необходимо, как полагал Достоевский, воспитать истинного национального учителя. Достоевский полагает, цитирую: «Учитель – это штука тонкая. Народный, национальный учитель вырабатывается веками, держится преданиями, бесчисленным опытом». И, как рассуждает великий мыслитель, в этом процессе деньги мало что решают. Деньгами ни за что не купишь всего.
как он говорит, с помощью денег можно настроить школ, можно даже наделать ученых, но учителей наделать нельзя. Учитель, пишет Достоевский, это штука тонкая. И действительно, но, положим, наделаете деньгами не только учителей, но даже, наконец, и ученых. И что же? Все-таки людей не наделаете. Что в том, что он ученый, коли дело не смыслить? Педагогии он, например, выучится и будет с кафедры отлично преподавать педагогию, а сам все-таки педагогом не сделается. Как утверждает Достоевский, даже самый беднейший какой-нибудь школьный учитель, и тот бы ужасно много мог сделать, единственно одно лишь, своей инициативой, захоти только сделать. И поэтому Достоевский возлагает огромную ответственность на учителя. И утверждая, что деньгами учителя не сделаешь, он говорит о том, что в деле вот этого национального образования, воспитания и защиты страны учитель сыграет огромную роль в том случае, если это будет действительно особая национальная личность. В том-то и дело, говорит он, что тут важна личность, характер, важен деловой человек и такой, который действительно способен хотеть. То есть учитель – это человек инициативный, активный, творческий, любящий и хорошо знающий свой народ. Плохо, когда молодой учитель, говорит Достоевский, человек мнительный и недоверчивый. После первых, иногда самых горячих и благородных усилий быстро утомляется, смотрит угрюмо, начинает считать свое место за нечто переходное к лучшему, а потом или спивается окончательно, или за лишние 10 рублей бросает все и бежит куда угодно, даже даром бежит. Даже в Америку. Я сегодня хотела спросить у нашей американской коллеги, почему у Достоевского вот в Америку как место бегства и все время фигурирует в произведениях. Ну вот сказала, что на этот вопрос ответить не может. Наверное, не стоит говорить, насколько современно звучат сейчас рассуждения Достоевского о воспитании и образовании, о месте и роли учителя. Плохо то, что современная государственная политика не учитывает высказанных еще 150 лет назад мыслей великого писателя. Но в наших силах услышать их, самим ориентироваться на них и считать основополагающими в своей личной и профессиональной жизни. Спасибо, у меня все. Спасибо, Ольга Юрьевна. Очень актуальный доклад. И действительно, вот, мы с тобой согласны в этом, что Достоевский не позади нас, а впереди нас. По сути, вы еще раз показали, какие ответы очень нужные, важные для сегодняшнего времени, вот на эти злободневные до сих пор вопросы наш писатель дает. Спасибо большое. В чате Владимир Николаевич прислал цитату, которую просила Татьяна Александровна. Ну, я думаю, что вот такой обмен цитатами и пояснениями к ним, да, он очень важен, потому что, видите, с одной стороны, вот источник в Российском государственном архиве он находится, это высказывание Достоевского. А с другой стороны, оно заставляет задуматься как раз над теми проблемами, о которых и Татьяна Александровна говорила. Ну, наверное, Владимир Николаевич сам пояснит эту цитату, и Татьяна Александровна откликнется, раз уж у нас дискуссия такая продолжается. Пожалуйста. Я думаю, что пока предмета полемики нет, Татьяна Александровна запросила цитату, я ее дал. Да, ну цитата, конечно, очень, очень глубокая, да. Ну, тогда, если нет больше реплик, еще одно какое-то сообщение. Ну вот, спор продолжается час. Это хорошо, замечательно.
Ну, последний доклад, у нас сегодня такой большой марафон идет, и спасибо всем, кто его выдерживает. Еще раз повторяю, что мы разместим, судя по всему, послезавтра все, что на конференции говорилось, на Ютубе, и можно будет спокойно еще раз посмотреть. И тем, кто заинтересован, и кто еще не имел возможности слушать, смотреть. Ну и доклады, целый ряд докладов мы, конечно, опубликуем в специальном номере нашего журнала «Вестник БГПУ». Ну, до уровня изданий «Неизвестный Достоевский» или «Проблемы исторической поэтики», или «Достоевский. Мировая культура», экологический журнал, он не доходит, но, тем не менее, принцип будет размещен, так что наши идеи до масс дойдут, до массы дойдут. Так, черновая запись. Понятно. Спор в чате продолжается. Итак, коллеги, разрешите объявить свой доклад. В его название вынесена французская поговорка, которую Достоевский не один раз процитировал. Ну, на французском ее и воспроизведу. «Grattez le russe, et vous verrez le tartare». Ну, что означает? Поскреби или поскреби русского, обнаружишь татарина. Ну, такой перевод, буквально, может быть, немножко прямолинейный, здесь есть другой смысл. Я уже к этой теме когда-то обращалась, вот испытала потребность еще раз ее актуализировать, дополнить новыми представлениями своими. И для меня здесь важен подзаголовок, как Достоевский реабилитировал татар. Следующий слайд, пожалуйста, и что мне хотелось бы подчеркнуть, конечно, это не народное, не народная пословица или поговорка. Есть лица, которым это крылатое выражение приписывается. Оно прилетело из Франции, имеет, так сказать, французские корни и приписывается Фритцу де Линю, графу Жозефу де Местру, маркизу Астольфу де Кустину, даже Наполеону Первому. Вот все эти люди с европейским снобизмом выразили свое отношение к России. Но что здесь вот интересно? Французские острословы, которые, кстати, хорошо принимали в России в XIX веке, связали, пусть и каламбурным образом, два мафона – варвар и татар. И вот важно, что они уловили культурно-историческую перекличку этих понятий, которая связана с историей Византии. Небольшую справку позволю себе дать. Византия представляла собой в давнее время такой кипящий евразийский котел, в котором варились, можно сказать, и варвары, и римляне, и их наследниками считали себя европейцы, которые всячески дистанцировались, отделяли себя от варваров-азиатов. Ну и получилось исторически так, что к этим варваров-азиатов в Европе относили и русских людей. Вот дальше я покажу карту старинную XVIII века, на которой огромная территория восточнее Волги обозначена крупными буквами, как страна татар, Великая Татария. И при этом вот эти слова татар и татар переводились как варвар. И мне хотелось бы подчеркнуть, чтобы тут не возникла какая-то двусмысленность и раздражение даже, что в данном случае вот эти слова
выражающие этническую принадлежность, являются релятивными. По сути, они фигурируют в одном таком метонимическом фигуративном ряду, как бы заменяя друг друга по принципу «ви про во». Вот это важно. Ну вот эта карта, повторяю, 18 века, и понятно, что вот в эту великую Тартарию входила и Московия, вот и русские, так что варвары, татары, азиаты, русские в данном случае вот как такие взаимно дополняющие понятия выступают. Россия, которая, как известно, от Византии многое унаследовала, связи с ней сохранила, и это подтверждается тюркскими корнями, азиатскими корнями многих знатных русских фамилий. Смотрите, сколько здесь писателей известных. Вот перечисляют: Аксаковы, Бугаковы, Гаршины, Державины, Карамзины, Огаевы, Тургеневы, Чадаевы, Бузыковы и другие. И вы, наверное, думаете, при чем тут Достоевский? Достоевский здесь же. О тюркском корне, родословии Достоевского, уже много сказано, написано, вот здесь упоминались соответствующие исследования. И Владимир Николаевич Захаров в последней своей статье об этом сказал еще раз. Вот смотрите, среди предков писателя был выехавший в 1389 году, 14 век, из Золотой Орды Дмитрию Донскому татарский князь Аслан Челеби Мурза. Он принял православие, у него было много сыновей, и вот сын Аслан носил прозвище «Широкий рот». Вот студенты татарской группы хорошо понимают, что значит «широкий рот», и Ртищевы — это по-татарски «эретеш», как раз «широкий рот». Ну, потом немножко фамилия укоротилась и получилась Ртищев. В начале XVI века боярин Даниил Ртищев получил от князя Федора Ярославовича, который княжил тогда на белорусских землях, жалованную грамоту на имение Достоева. Вот с тех пор владельцы этого имения, в том числе и предки Федора Михайловича, стали носить фамилию Достоевского. Вот такой тюркский корень. Дословие писателя. И этой своей родословной Достоевский не стыдился. Я сейчас не буду приводить факты, подтверждающие это. Подчеркну только, что он прекрасно понимал, что не только в его предках, но и во многих других русских людях много татарской крови. Хотя поначалу он вот эту европейскую пословицу «поскреби русского и обнаружишь татарин» воспринимал буквально как личную обиду. И очень много, и на протяжении последних лет своей жизни полемизировал с европейскими авторами. Несколько раз вот это крылатое выражение Достоевский повторяет на страницах дневника писателя, оно фигурирует и в романе «Подросток». И вот проследив динамику словоупотребления вот этого выражения Достоевского, я пришла к выводу, что он произвел в данном случае своего рода аксиологическую переверсию. То есть, по сути, перевернул ценностный смысл компонентов этого выражения. Ну, по крайней мере, вы же поняли, что тут вот и Европа, и Азия фигурируют, ну и о русских людях говорит, которые относятся к азиатам. Ну, естественно, с точки зрения французских острословов, литераторов, политических деятелей, Европа под знаком плюс. Вот в противопоставлении ей Азия фигурирует. Что сделал Достоевский?
Он это противопоставление оценочное убрал. И, по сути, оно исчезло и для писателя, и Европа дорога, и Азия дорога, и европейцам стать русскому не обидно, а даже важно, но и азиатам себя называть тоже не обидно. Посмотрите, пожалуйста, на достаточно красноречивые в данном случае цитаты. Они даже в хронологическом порядке идут и действительно свидетельствуют об определенной динамике, эволюции историосовских взглядов Достоевского. Вот как он высказывался о Европе и Азии. Ну, я повторю еще раз, что вначале он на европейских авторов обижался и в раздражении писал, подчеркивал, что они нас, европейцев, не считают и не принимают. Вот. Смотрите, потом тон его сменился, и вот не случайное высказывание. Нам от Европы никак нельзя отказаться. Европа нам второе отечество. Европа нам почти так же всем дорога, как Россия. Ну, понятно, что это такая вот точка зрения, свойственная русскому европейцу. Это русский европеизм, свойственный не только Достоевскому, но и многим другим представителям русской культуры. И повторяю, вот эту же мысль через несколько лет в дневнике писателя в первом номере за 81 год. Европа — страна сотни чудес, необходима для России. Но посмотрите, он же обогащает эту мысль, расширяет ее, подчеркивает, что у России есть и вторая мать, кроме Европы. Она такая же мать России, как и Азия. И вот, конечно, резюме в том же выпуске дневника писателя. Мы Азия, да, Азия. И пафос здесь у Достоевского не самым уничижительным. Достоевский не стыдится, что Россия Азия, и что русский может быть назван азиатом. Он видит в этом глубокий смысл и полагает, что это главный корень русской жизни тоже. И в итоге можно сказать, подчеркнуть, что под пером Достоевского, ну, конечно, не он один вот к таким рассуждениям пришел, но все-таки у Достоевского в последние годы вот эти мысли были такие вот сквозные, очень важные для него. Так в итоге сформировалась его историософия, его взгляд на взаимоотношения России, с Европой, с Азией, на природу национальную, на здоровье человека. То есть я хочу сказать, что это все Достоевского, вот этот культурный стереотип, закрепившийся в массовом сознании о русском как татарине, как варваре, наполнился новым смыслом. И Достоевский расширил его, так же, как и контекст самого своего употребления. И я уже показывала, как выглядит противопоставление Европы и Азии, и что с этой бинарной формулой Достоевский сделал. Он заменил ее тринитарной формулой, в которой уже, естественно, три компонента, а именно русское, европейское и азиатское начало. И вот соответствующее высказывание, подтверждающее позицию писателя. Россия не в одной только Европе, но и в Азии, потому что русский не только европеец, но и азиат. Вот таков был ответ Достоевского на высказывание французских авторов, которые пытались унизить Россию в глазах Европы, отождествляя ее с азиатскими варварами. Ну, а Достоевский, получается, возвысил и Россию, и Европу, и Азию одновременно, мечтая о мировом единстве, о возвращении к тем
глубинным основам жизни, когда все были едины и равны перед Богом. Вот так. Спасибо за внимание. Владимир Николаевич появился, что-то хочет сказать. В чате что-то есть. Тут у нас в чате активная дискуссия продолжается. Да, вот посмотрите на экран. Это тоже очень важный аспект нашей конференции. Ну, я тоже толковала сегодня цитаты, и понятно, что интерпретации могут быть вариативными. Тут нужно учитывать и контекст, и системный подход, вот как Ольга Юрьевна продемонстрировала, она ведь свой доклад построила на высказывании Достоевского и убедительно показала, что он актуален. Точно так же вот у меня сами высказывания Достоевского о русских, о европейцах, об азиатах, варварах достаточно красноречивы. Так? Пожалуйста, кто хочет высказаться? Я тоже вот читаю полемику в чате. И обращаюсь к коллегам. Будут реплики? Давайте еще раз попробуем обсуждение организовать, сказать о тех трех докладах, а может быть и предшествующих, чтобы вот так органично завершить сегодняшний день конференции. Пожалуйста, кто хочет высказаться? Меня слышно? Да, пожалуйста, тогда сюда выходите. Включай. Давайте послушаем самую активную студентку нашей аудитории. Она здесь слушает и смотрит. Ну, на самом деле, было интересно наблюдать за этой научной полемикой. Как Николай сказал, действительно, наука — это не мир каких-то устоявшихся аксиом, теорем, известных имен, это тоже путь поиска, путь ошибок, обсуждений, что, кстати, показал в своем докладе Владимир Захаров. Да, Владимир Николаевич. Да, рассказал о своем пути к Достоевскому, и это вообще, на самом деле, тоже актуально для студентов, потому что может возникнуть впечатление, что человек просто рождается с желанием изучать какого-то писателя и идет там, в университет с ним, но интересно же слышать историю о том, как, допустим, курсовая работа привела человека в академическую среду, может быть, даже научный интерес научного руководителя, который сможет вещь студента своей темы. Также мне очень понравился доклад о том, что Достоевский думал, собственно, о роли и важности воспитания для развития и России. И эта мысль о том, что от поколения зависит судьба Родины, она, конечно же, тоже хрестоматийная, но ее дополнительное освещение через призму авторского мировидения Достоевского, она с опорой, опять-таки, на цитаты, на высказывания, тоже важна. И несмотря на то, что дискуссия получилась, возможно, немного такая... Она всегда острая, да. Любая дискуссия свою остроту имеет. Я хотела сказать, что и работы по анализу источников, они же рождаются как раз любви к писателю и не являются самоцелью.
Всегда, ну, как было сказано, идет сочинение, наверное, писателя на интуитивном уровне, на уровне первичного восприятия, понимания, и уже когда исследователи, возможно, не удовлетворяют собственные мысли, и мысли, высказанные известными людьми, он действительно обращается в архивы к такому фундаменту, который составляет творчество писателя. И поэтому, всем спасибо за доклад, было очень интересно послушать. Я, например, кстати, не знала о том, что у самого Достоевского слово «Бог» было написано смешной буквой, но действительно таким, скажем, знаний, вообще интересно было знать о том, что целые собрания сочинений издаются, которые реконструируют авторскую первоначальный текст. Поэтому вот, спасибо большое. Спасибо. Желающие высказаться и завершить обсуждение прозвучавших докладов. Пожалуйста, коллеги, подключайтесь. Ну, я вижу вот эту дискуссию, продолжающуюся в чате, заслуживает особого внимания. Ее, наверное, тоже надо будет как-то представить общественности научной, потому что это очень поучительно, вот, значимо. В нашей аудитории, кто хочет высказаться, ну давайте, Александр Михайлович, вы скажите внимательно тоже. Слушали. Это профессор нашей кафедры Александр Михайлович Шуралев. Кафедра идет, сейчас свое мнение выскажет. Пожалуйста. Добрый вечер еще раз всем участникам замечательной сегодняшней конференции. Но по поводу услышанного, увиденного и первичных вариантов пока еще осмысленного, потому что действительно эта конференция побуждает думать и в разных направлениях продолжать научную работу. Должен я в первую очередь сказать, что сегодняшняя конференция была по-настоящему жизнеутверждающей и системообразующей. И мы увидели разные подходы и разные направления, формы научной работы, что еще раз убеждает как раз вот именно многогранность тех подходов, которые были продемонстрированы сегодня во время этой конференции, еще раз очень убедительно показывает многогранность значения Федора Михайловича Достоевского для культуры, для литературы, для науки, для философии, для мира во всех его проявлениях. И, естественно, огромное удовлетворение, я думаю, испытывают все те, кто внимательно посмотрел и прослушал все выступления, которые сегодня прозвучали, и действительно огромную благодарность всем участникам конференции мы испытываем. И в завершение я хотел бы сказать, что все то, что сегодня прозвучало, еще раз показывает Достоевский жив, и пока жив Достоевский, жива настоящая истинная наука.
Спасибо, Александр. Очень очень хорошую, красивую точку поставили. И я думаю, что мы сегодня уже можем завершить свою работу, а завтра она продолжится. Точно так же 12 часов по московскому времени она начнется. Ну, завтра, конечно, будет уже больше молодежи, если можно так выразиться, докладов, будут выступать наши аспиранты, магистранты, студенты, учителя, ну и коллеги из нашего педагогического университета, Башкирского государственного университета, так что работу завтра продолжим. Ну, а сейчас разрешите со всеми попрощаться. Спасибо большое за то, что уделили такое внимание нашей конференции, столько времени, столько сил вот пришлось затратить. Ну, я испытывала большое удовлетворение, хотя, конечно, вот в Zoom проводить конференцию оказывается совсем непросто. Но, слава Богу, мы преодолели все технические издержки, и, кажется, вот неплохо все-таки завершаем. Спасибо, коллеги, до свидания, до завтра.